Так, сейчас потихоньку тут начну все. Настрою как надо. Надо подключиться еще к чату. Мгм. Так, мне уже там пишут. Это он мне рассказывает, что он там выбил. Так, что мне еще надо? Так, картинка есть, звук есть, все, тогда можно перемещаться в Warcraft. Сейчас я ему тогда скину. Так, к чату подключаемся. Так, ладно, утренний тогда, наверное, буду за своего мейна. Пока что играть за ретри паладина. А потом, может быть, деньком еще подрублюсь и за второго буду играть, который планирую твинка сделать. О, привет, Илья. Давненько ты не заходил. Доброе, доброе. Goddess and the Lich King Heroic RDF Bronze Drake. Ага. Я тут пока что тусуюсь на Вармейне, пока на черепахе онлайн гигантский. Не хочу пока что там играть, решил сделать паузу, поэтому вот решил вспомнить былые деньки, как я еще будучи подростком играл много времени в ОТЛК. На всяких разных пиратках, типа Циркуля, там, я не знаю, какие еще были, Изенгард и так далее. Работа. Ну да, работа это да. Есть такая тема. Хотя я сам, правда, уже не работаю довольно долго. Но тоже скоро вот вернусь в строй. Наверное, договорился с работодателем. И вот не знаю, как потом у меня получится все это совмещать. Так, а что мы делаем-то? Временно. С черепашкой пока временно. Я там недавно выпустил видос, где просто ради интереса зашел спустя месяц паузы. Там онлайн был 11 тысяч человек. 11 плюс. И это я заходил вот точно так же рано утром. По-моему, тоже в 9 часов. По нашему латвийскому времени местному, да. Ну, это кошмар просто. То, что за день до записи этого видео я зашел вечером и был точно такой же онлайн. И плюс еще очередь. 2000, 1500 человек. Хоть она рассасывается довольно быстро, эта очередь. Там, ну, в течение минут 30, наверное. Но я как-то, не знаю, для классики, мне кажется, многовато. Так
Так вот, я сам удивлен, на Офиш как раз вот в эти дни выпустили Hardcore Classic официально уже. Именно переделанные миры под Hardcore Classic. И тут бац, вот такое вот. Но, по-моему, говорят то, что немало это именно китайских игроков пришло. Пришло на сервер. Так, сейчас я зарегистрирую данж. Этот еще один ютубер русскоязычный Варгул, по-моему, снимал тоже видос насчет всего этого, насчет онлайна. И вот от него я узнал то, что вот разработчики Черепахи планируют открывать еще один новый свежий мир. Только он будет заточен чисто под китайскую аудиторию. Как я понял, он будет находиться, наверное, тоже где-то в том регионе для стабильного пинга. Будут наниматься администраторы тоже с владением языка. Ну и, соответственно, даже сервер будет переведен на их язык, чтобы им было удобнее, потому что оказывается, что все-таки по большей части есть определенные проблемы, там языковой барьер вот между нами и китайскоговорящими игроками. И сразу 1007 идет. Ну, знаешь, когда вот я еще стримил тогда, по утрам, да, как раз таки было вот сколько? Ну, 3000, наверное. Когда еще ты заходил тогда вот в те деньги, месяц какой-нибудь, 1,5 месяца назад. Как раз таки отлично было. Да, были очереди, допустим, в данж. Ну и что? Зато можно было спокойно делать квесты, и не было никакой гигантской этой конкуренции. А тут я вот просто я зашел в игру, я был в западном крае за своего паладина, просто посмотрел, народу просто дофигище бегает. Потом прилетел ради интереса в Штормград, и вот там вот пока вот бегаю, допустим, вот я бегу, и вот вокруг меня, ну не знаю, ну радиус метров, ну если вот так вот взять человеческие масштабы, метров 5 может быть. Радиус вокруг меня был виден игроков. Не далее. То есть они даже не успевали толком прогружаться. Настолько был забит город. Рейты на Вармейне, вот, ты правый клик нажимаешь, и вот ты можешь регулировать сам. По дефолту стоит X7, потому что сам этот мир, Ice Crown, на котором я играю, он самый густонаселенный. Пик у него бывает 14 тысяч, но в среднем где-то около 10. Сейчас я даже на сайт зайду ради интереса. Так, Вармейн. Ну ладно, сейчас еще утречка, сейчас 6500 играет. Тут я с рейтами сильно не запариваюсь. Мне бы поскорее просто набрать одного персонажа до 80-го и несколько до 79-го. Я буду делать твинков на 79-м левеле. У меня вот уже ДК есть уже друид. Хант почти докачался. Вот еще один левел до 79-го. И вот еще одного паладина. И я буду мутить несколько видосов по PvP контенту. Буду вспоминать PvP. Правда, вот вчера был дисконнект во время моего стрима. Я вчера играл за другого паладина, и почему-то сбросились настройки. И мы какое-то время, не подозревая, играли с рейтами X1 или 0.5, наверное, я не знаю. В данже.
Лордерон, да, до сих пор, кстати, жив. Там меньше, правда, онлайна. 2200 сейчас. А какие там рейты, я не знаю. Может быть, X1? Или что-то типа того. Ну, я вот подумал то, что все-таки, допустим, онлайн Вармейна чутка затронулся вот, из-за старта хардкор классика. А вот то, что школьники пойдут, ну... Даже не знаю. Может быть, первую половину дня, да. А потом... Че школьникам-то особо еще делать? Тем более сезон-то меняется, сейчас будут дожди. Тепло уже не так будет. Я, допустим, привык то, что летом как раз-таки... Ну ладно, 50 на 50. Просто привык то, что летом все гуляют там и так далее. Ходят там, не знаю, на озеро, тусуются. И тому подобное. Типа, допустим, даже с этим еще и связано иногда просадки по онлайну на стримах у популярных ютуберов или вот просмотры вообще видосов ютуба. Тоже связано с тем, то, что летний сезон. Люди больше на улице проводят время, а YouTube, допустим, уходит там условно на второй план. А на черепаху, кстати, я вернусь. Я вот подожду, пока они выпустят, наверное, вот этот сервер. Не знаю, посмотрим. Зависит от времени. Если мне надоест играть тут, тогда, может быть, и раньше вернусь на черепаху. Но играть тогда я, наверное, буду за своего паладина 60-го левела. Буду его дальше одевать. Что я думаю, прокачка с онлайном в 11 тысяч, она буквально нереальна. На классических серверах. Даже с динамическим респауном. Ну его нафиг. Буду, не знаю, там... БГ спамить, какие-нибудь данжи. Посмотрим. Готику 2. В смысле, именно прохождение Готики 2? Я знаю то, что первую вот, наконец-то, еще дополнительные новости появились про ремейк первой части. Первой Готики. Я играл, кстати, только в третью. Во второй вроде бы попробовал чуть-чуть, но не особо она мне понравилась. Она немного для меня устарела в плане геймплея. Вторая и первая тем более. А я, кстати, не помню, по-моему, этот играл же недавно. Ну ладно, недавно, может быть, уже давно. Илья Мэдисон. О, вспомнил, блин. Уже как-то проходил. Я вот смотрел, как он проходил. По-моему, он даже стримил на Твиче, правда, с перерывами, плакался, насколько эта игра плохая и так далее, а потом начал хвалить почему-то. Ну, не знаю. Противоречивая такая персона. Мод есть глобальный. Убраны эти вечные фризы. О, кстати, фризы, вот это я помню. Готика 3 это вот та часть, которую я, кстати, пробовал на своем самом первом компе. И, ну, такое.
Фризы, да, это я помню. Но, по-моему, эти фризы были пофикшены уже, пофиксены с патчами, мне кажется. Я просто помню, я еще использовал эти читы. Мне было очень лень проходить сюжетку. Просто когда я играл в РПГ, мне нравилось то, что если... Ну, то, что у тебя есть возможность, когда вот какие-нибудь соратники бегают рядом там. Причем больше, чем один. Когда у тебя там целый отряд в твоем распоряжении. Вот это было офигенно. Поэтому, допустим, я полюбил такую игру, как Mountain Blade. Потому что ты там целой армией управляешь, да еще и от третьего лица играешь. Ну, и от первого тоже можно. Вот, а в Готике такого особо не было. Там можно было максимум одного соратника пригласить, с ним бегать. Он, как правило, бесполезный. Но потом я узнал, что есть читы, и там вот есть среди читов по 100 единиц всех вещей, которые есть в игре. Абсолютно все. И вот среди них было заклинание призыв армии нежити. Ну, там были только разве что по 3 единицы скелетов с ржавыми мечами и 3 единицы зомби с дубинками. Ну, мне было пофиг, я их все равно призывал и воевал. И вот я в пачке с этим читом я использовал чит еще на бессмертие. И просто так бегал, фанился, там, не знаю, воевал против армии орков. Или наоборот, агрил всю армию орков и отводил ее, не знаю, к какому-нибудь городу, где повстанцы сидят, и устраивал массовую зарубу между ними. Ну, там, по-моему, сюжетка не такая уж и большая, на самом деле. Я полное прохождение, кстати, смотрел еще от этого. Тоже прикольный чувак, но он еще в юмористическом ключе все это подает. Бэбэй. Парнишка такой, очень хороший ютубер. У него просто классный контент. Он именно больше любит старые игры. И, разумеется, Готика он тоже прошел. По-моему, первую точно, вторую вот... Не помню. По-моему, вторую тоже. Ведьмака первого проходил. Вот я смотрел именно его видосы. Ведьмака первого и второго, наверное. Первые 3 части Гарри Поттера точно. Которые там еще на Sony PlayStation были. И вот потом были портированы на ПК. Так, еще один ДД нужен. Да-да-да, это было прикольно. Причем был же еще аддон к третьей готике «Отвергнутые боги». И вот там в одном месте, по-моему, возле крепости Нет, не Фаринг был, не помню я уже. Ну, это, короче, где-то в Миртане. Блин, я уже забыл все эти города. Там, в общем, была такая протяженная довольно дорога. Между двумя замками стоял разделенный на 2 части, короче, 2 лагеря. Вот в одном лагере были, соответственно, эти люди-повстанцы под предводительством генерала Ли, по-моему. С другой стороны орки. И вот я между ними их стравил, там, напал просто на орков. Убил всех шаманов, потому что шаманы, они просто тупо спамят там фаерболы. И это слишком сильно. И вот стравил эти просто 2 гигантские армии между собой. Они там вот воевали между собой. Вот это было офигенно. Ну там чисто просто сделана сюжетка, да и все. Отвергнутые боги. Там, по-моему, даже убрали эти 2 дополнительные локации, которые было вот Нордмар и это... Пустыня, короче. Варант. О, вспомнил. Они, по-моему, вообще недоступны в этом аддоне. Там чисто такая просто дополнительная сюжетка.
Я помню, еще в конце там надо было какого-то чудища убить. И в итоге я его нашел в пещере. В самой пещере, которая находилась... Там находился Реддок в оригинальной третьей части. А, полетки, полетки, да, кстати, блин, я бы полетку тоже купил. Окей, давай. Кстати, а что у меня там по аддонам? Тут, по-моему... А, у меня Atlas Loot еще. Блин, вспомнить бы, какие бонусы дает партняжное дело. Там вроде бы какие-то бафы вроде бы есть. Хоза. Вот так, конечно, да. Можно попробовать друида. Моего предыдущего перекачать. С партняжного дела. Взять горное.
Очередные попрошайки. Блин, ну что там, неужели ДПС нету? Один ДПС всего лишь, ребята. Давайте резче. Так, ладно, пока мы тут ждем. Я, в принципе, могу пешочком уже отправиться. Отправлюсь тогда в Борейскую тундру и продолжу делать квесты. Блин, я же даже не успел добежать до Унупы. К сожалению. Из-за того придурка, который меня загангать решил. Так, данж есть. Окей. Давайте, жмите. Так, ну что, погнали. Так, танк у нас паладин. Давайте лучше сразу накину. Да. Так. Погнали. Надо было мне подключить обратно этот вот рекаунт или что у меня там. На моем охотнике, кстати, такой же питомец, только черного цвета. Дьявозавр.
Чехословак Lions. Интересно. А, точно. Тут люди как раз говорят... Так, надо покинуть, чтобы лишний раз не мешало. Вспомнил. В Новармене же разрабатывается еще один сервер. Классический, по-моему. По-моему, именно просто тупо классика. Без всяких изменений и так далее. Не знаю, правда, сколько он онлайна соберет. У меня пока что довольно скептические мысли насчет всего этого. Как-то сейчас многовато классики и всего вот этого перенасыщения, я думаю. Что на официалке вот есть. Тоже Turtle Wolf, Duskhaven вот перезагружается. И плюс еще Ascension, по сути. Он хоть и на базе 3.3.5. Но контент начинается именно с классики. Там все эти локации, квесты и так далее. Так, ну не знаю. Думаю, через пару часиков, если мы прям будем вот так вот безостановочно, в принципе, спамить, может быть, я и успею апнуть 80-й до обеда. Потом стартануть снова за прот паладина. Так, Holy Wrath, давай. Станем демонов. Тут еще хорошо. Я тут с Хелом договорился. С одним товарищем подружился. Еще это сколько? Дня 2-3 назад уже. Мы тогда оба были в контенте ТБК на полуострове Адского Пламени. Качались. Знакомство, правда, довольно странное было, но ладно. В итоге неплохо так прокачались. Его там друг бустил постоянно, поэтому он уже 80-й, а я просто качал других персонажей. Но в целом мы довольно успешно, по крайней мере, вдвоем справились с БК-контентом, потому что здесь, на Вармейне, оказывается, именно почему-то полуостров Адского Пламени очень популярен для игроков 80-го левела. Их просто дофигища. Они летают повсюду, как будто, я не знаю, умышленный какой-то патруль, лишь бы где-то подраться. Естественно, какая-то часть любит и поганкать игроков, которые только качаются. Но в основном они между собой чисто так дерутся. Прям вот возле входа в крепость, допустим. Вот я видел, как они возле Ордынской крепости дрались, и потом к Альянсу пришли. Да и что там, даже твинков видел. По-моему, 70-й левел был, по-моему, разбойник. И 69-й тоже всякие разные. Так, ну ДПС, наверное, нормально. Нам хватает в целом, я думаю.
Так. Пошла тема героев меча и магии. Да достала. Давай уже. Сдавайся. Все, найс. Хорошо. Первый босс есть. Так, а почем у меня квест? Беринард's Research. Понял. Хорошо. Так, мне, наверное, стоило бы целиться в тот же таргет, в который целится наш танк. Так, ну тут чисто грид-ролл. В принципе, да, можно погридить всякие шмотки, я их потом скину своему другому персонажу, он у меня как раз занимается наложением чар. Так, ребафнул, погнали дальше. Да, согласен. Причем такая... Это одна из топовых, на мой взгляд. Я хоть и в целом не фанат именно классической музыки, но почему-то уж лучше слушать именно классическую музыку, чем какой-нибудь современный рэп или поп-музыку. Это если исключить, допустим, ну, то, что для меня первое место, это, естественно, металл и рок, то я бы предпочел уж тогда классическую музыку слушать. Я помню, я еще в школьные годы знал всех этих композиторов наизусть и все их популярные произведения. Сейчас, разумеется, уже все позабывал. Да, вот, кстати, вторая тема, которая мне нравится. Хотя, в целом, в пятых героях они все плюс-минус хорошие, но, наверное, прям вот вообще офигенная, которая, это еще у этих, у магов. Она уже звучала, по-моему, тут. Она где-то в начале плейлиста звучала. Вот она тоже офигенно, мне нравится. Такая ближневосточная, арабская. Прикольно. Так, а у нас там никто не сагрился. Нормально. Так, я смотрю, танк совсем охрабрел. А у меня мана закончилась. У некров, ну... У некромантов она тоже прикольная, да. Согласен. Но, как я уже говорил еще, по-моему, в прошлый раз, когда мы обсуждали вот это все. У некромантов она просто переделанная вот эта вот тема хуманов, тема порядка. Может быть, этим она и прикольна. То, что, по сути, это одно и то же. Просто она... у некромантов она, естественно, типа извращенная, все вот это вот. Как бы поставляется как противовес порядку. Хотя по сюжету, даже в Героях 5 все еще главный антагонист, это все-таки еще получается демоны. А некроманты чисто такие со стороны. Тоже злодеи.
Но не совсем, по-моему, не самые главные черти во вселенной. Вот как раз-таки демоны. По-моему, да, не самые главные там. Как и в третьих, так и в четвертых. В четвертых, хотя нет. В четвертых я не помню, я даже кампанию не проходил в четвертых. Так и в пятых, в общем. А вот гномы, кстати, вот гномскую... Я не помню, скачивал ли я ее. Просто бывает такое, когда вот я ее скачиваю с Ютуба, я использую сторонний сайт, специальный даунлоудер, и бывает, что некоторые видосы он почему-то не загружает, к сожалению. И может быть одна из этих, кстати, и гномовская, потому что я что-то не припоминаю, чтобы она у меня была в плейлисте. Я отчетливо помню то, что я еще хотел скачать тему Некрополиса из Героев 3. Там тоже очень хорошая тема, но почему-то она не захотела загружаться, и я не смог скачать. А вот именно как игровая раса, гномы прикольные, да. Я вот любил сравнивать именно в бою их, потому что есть прикольная функция, введенная в Героях 5. Это вот именно рандомные наугад битвы. Просто так зайти, выбрать героя с готовой армией и просто за них поиграть. Либо вручную, либо поставить, чтобы ИИ играл. Там либо 1 на 1, либо 3 на 3. И, по-моему, гномы, они либо почти всегда, либо всегда побеждали. Просто потому, что они еще получают дополнительные эти бафы из, ну, типа руны, вот это вот все. Которые там немножечко ресурсов стоят. Но они прям очень сильно меняют ход битвы. По-моему, это как раз-таки и делает их имбой. Так как в целом, насколько я помню, по ХП они не такие уж и крутые. Там 4-й юнит такой себе вроде бы. Самый первый пехотинец вроде бы... Он больше типа в броню идет. Стрелок имеет очень ограниченный запас этих копий. Если у тебя нету, естественно, тележки с патронами, со стрелами. Но четверку я, к сожалению, я не проходил сюжетку. Я как-то в целом вообще во многих играх, кстати, сюжетку не прохожу. Для меня успешность игры не заключается в хорошей сюжетке. Мне как раз-таки четверка понравилась просто потому, что там были новшества, которые в лучшую сторону изменили игру. Вот именно возможность героев непосредственно принимать участие в бою, погибнуть, и также отдельно возможность передвигаться за юнитов. Одевать там героев, прокачивать их. Иначе. И плюс морская тема, конечно, это офигенная, которая, оказывается, еще была и в Корсарах. Об этом я не знал. Вот морская тема прям вообще в душу засела на долгие годы. Так, что-то у нас тут как-то многовато. Вроде уже всех разобрали почти нормально. Здорово. Где скачать пиратский WoW? Ну, я играю на Вармейне, ты просто заходишь на сайт. На сайт Вармейна, и все, и там все будет. Как бы, там ничего сложного. Сейчас вот я зайду на Вармейн. Подключу показ экрана на пару минут. Так, надо поставить только функцию следовать. AFK 1 minute. Показ экрана. Так, ну вот. Сюжетка. Ну, в Личе она как бы не так сильно проработана, как в тех же ритейлах.
Но если, допустим, вот говорить о том сервере, на котором я играю, да, вот ЛК, то здесь вот легко. Вот тут просто вкладочка Download есть и все на сайте Warmain, warmain.com. Тут выбираешь версию. Вот ЛК, клиент Windows и скачать все. И ты скачиваешь через торрент. Сюжетка, она больше как бы проработана, начиная... Прям вот, знаешь, с этими, с кат-сценами, все вот это вот. В Личе они начали появляться, но они еще не так много были. Не в таком большом количестве и не так качественно проработаны. Хоть и да, были там вот открытия врат гнева и так далее. Блин, надо вспоминать, кстати. Пандария, может быть, хз. Так есть же возможность, кстати, поиграть бесплатно в оригинальный WoW. Retail WoW. У Близов разве нет? До 20-го левела. И там просто можно, допустим, пройти сюжетку Battle for Azeroth. Дополнение. Ну, это если, конечно, они не запретили прям вообще даже скачивать игру и создавать учетную запись. Четверки, да. В четверке, кстати, очень душевная музыка, мне нравится. В четверке в целом мне, возможно, даже музыка понравилась больше, чем в тройке. Это как бы не намек, то, что там в третьей части хуже она была. Ну, как бы сама мелодия, она больше располагает вот именно к прослушиванию, к повторному прослушиванию, просто так вот во время, вот, допустим, сейчас вот я играю, то я бы предпочел вот слушать четверку, допустим, музыку. А вот в третьей части там саундтреки, ну, они, не знаю, для меня они не совсем подходят почему-то. Это может быть просто вкусовщина. Фак. Как я так попался? Ну ладно, мне тут еще без звука все эти предупреждения, я их не слышу. Да ёпт. Давайте кинем так. Divine Protection. Так, ну теперь телепорт. Но, кстати, если сравнивать ту же четверку с пятеркой, то тогда, наверное, даже лучше будет пятерка. Потому что у них там вообще молодцы ребята на славу поработали. Вот там прям выше всех похвал. По-моему, там чуть ли не все саундтреки очень хорошие. Некоторые разве что типа передвижение там в подземелье, может быть, передвижение еще там где-то такое себе. А в целом все саундтреки вот всех этих замков офигенные. И другие тоже. Там передвижение по пустыне, вот мне нравится, тоже хорошая тема. Передвижение по траве. Да блин, зачем так делать? Тролли на танке.
Просто взял и развернул ко мне хвостом. Видос. Вся сила. Ну, можешь скинуть в чат, да, я его гляну. Когда вот мы данжи этот закончим. Либо сразу после данжа, либо чуть позже, когда у нас будет перерыв между данжами. Так, есть. Что у нас тут? Колечко больше для хила, ладно, оставлю. Оставлю им весь лут. А, я видел, выиграл. Гридролл, ну ладно. Понял. Все... А, я еще и на корабль не успел. Ладно, приглашай обратно своего хила. Join as party. Скидывай в чат. Кидай ссылку. У меня там вроде бы функция чата включена, поэтому YouTube не должен блочить. А как раз вот, кстати, хил уходит. Сейчас будет времечко посмотреть тогда. Тогда паладина буду так прокачивать во время квестов. Будет больше времени на просмотр каких-нибудь еще видос. Судьба вам подыграла, Илья. Так, ну здесь в чате в телефоне я не вижу. Странно. Да, не вижу ссылку. Хотя мне написано то, что видны все сообщения. Даже вот сейчас вот через YouTube. Хз. А ты свое сообщение видишь в чате? Оно случаем там автоматически не удаляется? Не знаю, я вот сейчас через телефон смотрю. Странно, я просто даже не вижу то, что сообщение удалено. Не через телефон, через который я смотрю, как во второй чат. Ну, то есть, окошко. И сейчас вот зашел через комп. Ну, сейчас, короче, секунду. Посмотрим, что тут. Может быть, надо что-то в настройках сейчас сделать. Или давай вот что я сделаю. Вот так вот. А ну-ка. Попробуй теперь. Я тебе сделала стандартным модератором чата. Может быть, этот даст какие-нибудь типа функции карт-бланш, я не знаю. Так, где мой друид? О, да. Я даже твой никнейм теперь вижу синим цветиком и гаечный ключ. Я не знаю, на самом деле, я как-то еще копался в настройках YouTube, вот именно окошко самой трансляции. Я там больше не вижу каких-то дополнительных настроек, как можно это все сделать.
Так, сейчас мы тогда... Он мне тут голдишку передаст немножечко. Для обучения полеткам. Ой, лол. Хера себе. Сразу мне дал голду, короче, на быстрый полет. Ну ладно, чё, спасибо. Но он говорил еще вчера, предлагал мне, я отказался. Так. Да-да-да, вот сейчас мы, кстати, вот в чате вот переписывались. Тут бывает, короче, такая штука, я заметил. То, что почему-то в запределье полетка быстрая стоит 4К. По-моему, всегда. А в Долоране она всегда дороже. Я вот сейчас вот проверю даже. Не знаю, с чем это связано. Ссылочка, да-да-да. Ссылочка пришла, я ее вижу. Ты теперь как модератор, я так понимаю, сможешь даже удалять другие сообщения. У меня там было два выбора сделать. Либо тебя обычным модератором, либо там главным модератором. Я там сильно пока не читал, в чем разница. Поэтому сделал пока что обычным. Так. Ну вот быстрая полетка. И полетка в непогоду. А там репа прокачана у тебя из-за этого... А, из-за репутации? Бля, серьезно? О, у меня еще и это колесо, кстати. Тогда, в принципе... Тут хоть и дает так Power 60, пофиг. Поставлю так. У меня репутация, кстати, какая-то есть. По-моему, да, Honored. Это, получается, почтение. Нет, вот этим палом как раз-таки я уже пойду до 80-го. У меня вот есть другой паладин, с которым я играл вчера. Я его прокачиваю как прот паладина пока что через данжи, потому что так быстрее. Я там вчера еще тоже нашел одного товарища. С ним попроще общаться, он тоже русскоговорящий. Он просто сейчас оффлайн, насколько я понимаю. Я добавил его всех персонажей, вот его паладин тоже. Он за Холли паладина играет. Мы с ним вчера были на арене Зулдрака, вот познакомились. А, у меня еще и обычные полетки, короче, не были. Точно. 4500. В принципе, я могу и прокачать быстренько репутацию до следующего уровня. Ради интереса. Ну да ладно, сейчас я... Сейчас я тогда гляну этот видос. Вот, кстати, тема пошла с андедами. Чувак, походу, не догадывался, то, что аббревиатура YT это YouTube. Вообще-то так много, кстати, народу делает.
Так, хорошо, ладно, сейчас. Сейчас тогда YouTube. Ссылочку. Так. Музычку пока на паузу. Так. Ладно, сейчас я напишу АФК. На сколько там видос идет? Больше 3 минут. Ну, 5 минут. Включим показ экрана. Так, HD. Все есть. Yes, все окей. Потом буду играть уже. С тактикой. Чё, рашить меня собрался? 297, ёб твою мать, а чё так много? Звук нормально? Не тихо? Мне просто через OBS я там громкость потише все сделал. У меня вообще громкость. Он меня разберет сейчас раньше, чем я что-либо сделаю здесь. Чего-либо, что-либо. Троечка у него здесь почему-то вылезла. О боже. Хорошо, сейчас я тогда. Тогда просто чуть-чуть громче сделаю. Так, у меня было где-то здесь, между минус 30 и... Хорошо. Ну, сделаю пока так. Почти максимум. Если громко, говори. Он реально без... Чё, у него нету острого ума? Нету школы никакой. Высшее образование, лидерка, защита, удачи. Чё за билд вообще странный? Арты? Чё он вообще? Не собранные арты даже. Том магии... Том магии света. И типа он без света решил с Томом магии света что-то делать. Том тьмы у него лежит там. Это случаем не медвежья Он кавалерия. сейчас навалит, и это будет жестко. Я буду закрывать верхний угол. Походу нижний фланг у меня сейчас ляжет. Не успев отгейтиться просто. Тот, про кого ты говорил. Собаки успевают гейт кинуть. Это же Нимус. Так, я смотрю, а это третья часть. Частей поставить. О, аддон. С этими Да, дипломка и раш, я вижу. сорками. Реально, почему он на Энгваре не взял Вейтель? Че вообще вот это за... У него 39 маны, кстати. Рунная гармония, сопереживание. Ну да, это будет больно сейчас, но мы переживем-то. Похоронка, говорит, будет. Руна боевой ярости, ё-моё. Блять. Да. Серьезно? Блин. Серьезно, блядь. Я что-то про это... Я про Танов забыл, точно. У него же цепная молния. Иди на. Так, это надо еще раз посмотреть. Ну да, это будет больно сейчас, но мы... Так, что у него вообще тут? Нападение 46. Хотя я статы эти уже все позабывал. Я особо, кстати, и не парился насчет вот сбора артефактов и так далее. Я в этом вообще, кстати, я не шарю. Я не такой крутой, допустим, как этот. Я подписан на Ютубе, ой, на Твиче, на Вудуша. Он постоянно играет в Герой 3. Вот он там, я так понимаю, вообще спец в героях. А вот я чисто так, обычно, просто по кайфу. Переживем-то. Похоронка, говорит, будет. Руна боевой ярости, ё-моё. Хераси. Серьезно? Это Серьезно, блядь, иди нахуй. Блин. Иди на ху. Ну да, он же топ-2, тир-2 юнит. Неважно, знаете, что я терял всю игру. Неважно, что я терял всю игру войска. Вот это все равно. Ёбаный рот. За один удар.
Охереть, еще и телепортация какая-то этого копьеметателя. Тут, по сути, да, вот у танов 297 и та же кавалерия 289. Блять, собирал. Охренеть. Парился, нахуй. Пиздец, блять. Чат, смотрю, тоже. Своим, блять, жопу себе медведя затолкай. Чат тоже в ахуе сидит. Блин, надо, короче, как-нибудь поиграть в героев. Ёбаный Вспомнить. рот. Матюгальник О, здорово, Макар. Этот чувак, кстати, по голосу напоминает, с кем мы там играли недавно в этот шутер. Того чувака. Такой же голос, по-моему. Ну это ладно, это чисто мой комментарий. Блин, ну... Это, конечно, да. Похоронка, говорит, будет. 25 архидьяволов. 45. Ну да, у него, в принципе... В принципе, у него количество, да, его юнитов не такое уж и устрашающее. У него только 1000 этих вот демонов. Но они, по-моему, в ближнем бою посасывают, мне кажется. И в целом, по-моему, Инферно, оно вроде бы всегда, этот замок, он всегда был пососный, по-моему. Руна боевой ярости, ё-моё. Типа один из самых слабых. Да. Блять. Точно, еще и этому почти все хп снял цепной молнией. Просто ГГ. ГВД это герой войны и денег? Это та еще, которая, да, в которой мы играли? Через браузер. Гномы конtra Инферно, им надо один ход на разгейт. Ну да, один полный ход. Тогда только появляются их. Ну, го, скинь что-нибудь, я не знаю, если у тебя есть что-нибудь. Давайте я тоже сделаю стандартным модератором, чтобы всякие ссылки не блокировались. Потому что я не знаю, как тут настроить, чтобы они не блокировались от обычных зрителей. Если есть что, скидывай. Блин, ну видос, конечно, офигенный, да. Надо лайк кинуть. Блин, мне этот чувак все это время писал, оказывается. Да, он мне тут просто писал. Странно немножко. Он мне сказал, что он сейчас пойдет спать. А. Так, ну ладно. Да, если есть, короче, какие-нибудь видосы, я вот сделал вас обоих модерами пока что можете. Что скидывать. Я пока продолжу, наверное. Я не знаю, есть ли смысл. Сколько у меня тут репутации-то? 4400. Это надо немало квестов, наверное, сделать. За один квест я примерно 750 репутации получаю. Я их всех уже поотменял. Хз. Или пофиг. Так, 400... 4500... 5500. Получается, я отдам за все это, и у меня останется 400 голды всего лишь. Так, блин, на фоне забыл музычку. Так. Вот, надеюсь, не слишком громко. Сам плеер у меня, кстати, на 8 единицах только работает. А вот OBS, да, наполовину почти сократил, чтобы чисто так тихо играла на фоне. Ну да, вот я тоже думаю. Просто я особо опыта не буду получать с этого.
И, наверное, тогда... Ну ладно, маунт. Медленную можно купить. Летающий маунт. Почему бы нет? Так, тогда мы вот это все продадим. Компаньона, кстати, выбил. Просто кто-то поделился квестом, когда я проходил ЛБРС. Тоже рандом данжен. И там по квесту вот такая вот фигня. Паучок, компаньон. По всей видимости, еще с классики такой квест был. Ну да, я думаю, 500 голды стоит. Стоит попробовать. Я просто тут понаберу. Все эти квесты сейчас даже сделаю вот так вот, чтобы видеть все лоу-левел квесты. Кстати, насчет ауры коня. Ты не в курсе? Он действует на летающих маунтов? Мне кажется, нет. Я вот все время задавался этим вопросом. А, серьезно? Ну тогда ладно. Так. Сначала можно сжечь вот это вот. Точно. Еще где-то здесь у меня, по-моему, тоже квесты есть. Думаю, по-быстренькому можно тут сделать. Мастер Ордер же бустит тебе скорость полета. Это вот Аура Мастере? Или что? To make all affected targets immune to... Вот тут вот. Странно, тут, судя по описанию, как бы вообще ни слова об этом. Я даже эту способность особо и не беру. Ну, хотя я и за Холли Паладина, на самом деле, я не так уж и много играл. Я даже за Прота, наверное, больше играл. Так, ладно. Выйду из группы пока что. Данжи тогда чуть позже подключу. Так, что это у нас тут? Разбийник. Семьдесят третий левел. Вот что он тут делает? Либо профа, или ганкает. Если он начнет кого-то ганкать, я тут же полечу и развалю ему кабину. Да, окей. Так, что тут можно подороже продать? Так, надо ребафнуть себя на всякий случай, чтобы быть готовым. Так, что у нас тут по квестам? Фигня. 825, кстати. Неплохо, однако. Так. Да, уже 5200. Неплохо. Что тут можно у нас тогда еще поделать?
сделаю, наверное, все квесты, которые вот тут вот начинаются возле Зетгора. Я там, по-моему, только один квест сделал всего лишь. Так, что у нас тут? Проклятый талисман, ну это изи. Да, я только вот сжечь Зетгор сделал, и все, он самый простой. Пометить 4 башни. Давайте тогда сначала тут разберемся с талисманами. Блин, ну я бы, конечно, щитан передвинул куда-нибудь на удобный макро. Ну, то есть кейбайнд. Что я тут особо не использую. Ладно, пофиг. Так, ну если никто мешать не будет, думаю, минут 20 каких это займет. Так вот прям нон-стопом. Тут как раз будет квестовая цепочка, которую еще потом отправят. Другое место. Так, это у нас паладин 67-го. Что он делает? Опа. Оскверненное железо. Давайте сюда. Why not? Так, хорош. Есть. Алло, Точно. Алло, здорово. ку. Как дела? Видео по War Thunder. War Thunder. Крутая игра? Там Пригожин рекламу выпускал, прям. Да? Погоди. Тот самый или двойник? Тот самый. Так, ну давайте, ладно, тоже на фоне включу. Хоть я Зайдите, Вов да. играю. О, это про Пригожина сейчас покажу. Блять, на 2Ч не видел, реально? Я на 2 уже давно не заходил. Ну как давно? Пару дней назад. Тут запрещенки никакой не будет, нет? А хотя ладно, мне все равно нету. Вероломно и предательски был сбит самолет со мной на борту. А знаете, где еще можно сбивать самолеты? Конечно же, в War Thunder. War Thunder это Ни хрена. многопользовательский. Это, я так понимаю, это чат GPT или вот эта вся фигня, да? Да. Прикольно, прикольно на самом деле.
Вот это топ игра. Как же она шумит. Так. Это что, это батла? Или погоди, или что это? Это War Thunder. А, это и есть War Thunder, нифига какая современная. Фига, что происходит? Че это за бред? А она free-to-play, да, если я не ошибаюсь? Да. Но без фреймака там играть вообще невозможно. Без чего? Это долго, без према очень долго все А, происходит. я так понимаю, это, погоди, это, наверное, по сути, такая же игра, как в которой мы с тобой, как-то помнишь, играли World of Tanks, по-моему. Типа мы на помойных Ну, этих вот, на помойных World of танках Tanks гоняли. аркада, да, это есть типа БР, я забыл, как расшифровывается. А, РБ. Реалистичные бои. Вот чел Ага. вот в эту херню играет. И я тоже в них играл. Это не как аркада там. Тут танки, самолеты одновременно. В одной катке. Ну это я помню, да, то, что там разнообразие в этом все. Корабли нельзя вместе. А World of Warships есть, по-моему, еще для Да. кораблей. Мир кораблей. По-моему, даже переименовали. Помнишь этого Языченко? Да, Саша. да, да. Саня. Вот Жив? он в эту хуйню задротит нереально. У него там максимальный ранг. Там типа есть левелы, как 100 левелов. Ну. Просто если ты до хера играешь, у тебя типа 100 левелов. У него там донатной техники, донатной валюты миллион. А ты еще так с ним контактируешь? Что? Контактируешь с ним? Ну... Меня забанил везде теперь. Что его в доту инвачу, когда он не хочет играть. А его здесь нету, да, в этих конфах? Нет, он повыходил. Он А, конченый, он жаль. то разговаривает со мной, то меня везде замутил и не говорит со мной вообще. И не из-за чего, просто так. Мы еще играли с ним вместе в War Thunder, все прикольно. Он сюда заходил, а потом вышел просто в один момент и ничего больше не делал. Слушай, а он сейчас где? Он сейчас в А он в Дейплсе? больнице какой-то работал, он там с ума сошел, походу. Ну это, по-моему, это я помню вроде бы еще, да. Я его еще доебываю постоянно, что типа ты в больнице работаешь все еще. Че как там? Но живет он в Дейплсе, да? Да, вроде бы. Окей. Хоть моменты топотом, да? Слушай, надо, наверное, как-то в героев поиграть, не хочешь? Набрать кучу народов, которые не умеют играть в героя, ну, потому что я тоже не умею в них особо играть. И устроить какую-нибудь зарубу 8 игроков. Катку, которая просто весь день продлится и ничего не произойдет, потому что все будут тупо прокачиваться. Я так один раз в общаге со своим однокурсником играл. 1 на 1 просто. Попробовать. В итоге просто весь вечер играем. Где-то часа 4, наверное, и просто ни хера не происходит. Мы просто прокачиваемся, одеваемся, собираем ресурсы и так далее. Только под самый конец одна битва просто происходит. Он мне проигрывает, и мы заканчиваем. Все.
Меня тоже забанят. В чем проблема? Дебил, блядь. Ков сквад скачаешь? Оно громко. Скачай сквад. Закачаю. Ханта, 30 левел. Ты умрешь, блядь, скоро. Хардкор? Он уже сдох один раз. И Как чё? бомж. Ну, Еще. бля. Как говорили мудрецы, пока не умрешь, ты не докачаешься до максимального. Все правильно, я тоже разок умер. Только на 20-м. Я примерно на том же. Ну, хотя бы не как Кику на 51-м, нормально. Нихуя. С позором от фаербола. Блин. Вот 51 это обидно. Он же хохол. Вот твой контрнаступ. У меня пэт голодает, я забыл купить мясо, он сейчас у меня убежит. Или мне пизды даст. А ты, короче, приручай этого кабана. Это универсальный питомец. Кабан или медведь, он жрет все. Тогда и сэкономишь на деньгах. Ну и вообще сможешь практически все лутать, все, что там съедобное. Кота кормлю этим. Кота кормлю какими-то лягушками за 20 фопера. 5 штук, которые по 250 хп хилят. Там типа дешевые. Ну, первые, да, первые еще, ладно, первые дешевые, а потом... Ну, хаса, я обычно всегда с кабаном качаюсь, у него еще тем более есть этот рывок. Карчи. Джавелина замуть Джавелина, он эти запретки говорить будет сейчас. Говорить будет. У этого, у кота же у него 2 дамажечки в билке. Ну, кот у него самый высокий ДПС, да. У него самый высокий ДПС, броня, Ну, по-моему... мне что впадло идти довольно кого-то низкая. приручать. У меня же кот с первой локации, а потом возьму себе Брокин Туза и все. Просто Туза. Брокин Пуза. Давай, пошути. Я молчу вообще. Опа! Мне выпал рецепт на этот, на чардж, Сифориум чардж, который для демо нужен. Это квартира. Это квартира.
Код еще, кстати, хороший PvP, если не ошибаюсь, но для хардкора это не актуально. Это, по-моему, топ-тир. Мгм. Для ПВЕ, кстати, еще неплохо бы был бы волк, по-моему. Он типа бафает АП. Да я играл на классике. Что ты мне рассказываешь? Да, так просто типа, вспоминаю волк вслух. волк норм, но этот баф, он, ну, типа, не очень. Ну, Типа, это мало дает. мне это тоже как бы рассказывали, я сам волка ни разу не брал, на самом деле. Я как-то похуй. Я просто люблю спорить с теми, кто недооценивает кабана. Нет, да, я оцениваю нормально кабана. Типа, кабан, у него чардж есть, бета и интерапт, и стан. Типа, это Это имба. просто впадлу, просто впадлу. Я за аликов качаюсь, мне впадлу этих кабанов просто искать. В смысле, в западном крае. Ну хотя ладно, еще зависит какой левел. Кабанов не так уж и много. По всему Вову. 30-й. Так, Не, да. 30-й, но это в Ладно. данже надо тогда, по-моему. Типа я на 40-м уже этого кота приручу, Воркинтуза и буду его качать. На каком? Ты, блядь, не Ой, на доживешь. 40-м. На каком там? На каком? Да не на каком. Ты на 27-м же умер, да, в прошлый раз? Ну, Badlands, подожди. На каком ты умер? 17-м. А, ебать, ты 35-й, позор. 45-й Badlands. На 40-м, короче. Пел невидимый фаербол, ну что я сделаю? Невидимый. Ну что я Видим? сделаю? Да он был невидимый. В смысле? Сам это знаешь. В смысле невидимость, стоп. Ты моб. Моб сдох, и в момент, когда он дох, он успел стрельнуть в меня в фаербол, и я сдох. Хотя у меня ничего не летело. Unlucky. Грагас, ты идешь на хардкор? Завара. Я не буду в говно это играть. Го Завара. Покажи всем. Скилл. Как ритейльщики играют. А какой тогда Вов сейчас жив? По-моему, как раз таки хардкорный хайпует. Dragonflight мертв, мне кажется. Вот ЛК, хз. Вообще ничего не слышал о нем в последнее время. Так, ладно, поболтали немного и хватит. Там уже слишком много их.
Тем более далеко. Не каждого там знаю. Блин, странное явление, к сожалению. Каждый раз, когда захожу в Discord именно пообщаться, почему-то он автоматически мне подрезает звук. Вот был на 95, именно системный звук микрофона. Потом вдруг на 88. И стоит мне повысить свой голос, громче говорить, так он еще снизит. Там до 70 каких-нибудь. И вот, блин, вот из-за этого, к сожалению, был у меня такой один раз, то что играли в доту, и мой голос вообще почти не был слышен там. Чисто в самом начале, может быть, когда мы не играли. Бред какой-то. Так, что у нас тут еще осталось? Чуть-чуть. Ну, квеста 3-4, наверное, получается. Так, сейчас вот парочку квестов доделаю. Ну, наверное, полностью. Тогда закончу прокачку репутации. Посмотрим, как там снизится сумма до 4000. Если да, тогда сразу, наверное, куплю. Если нет, ну... Хотя, может быть, максимально уже нет смысла прокачивать. Зачем так сильно париться? Если будет скидочка хотя бы в 250, то уже будет отлично. Так, ладно, пора включить обратно радар на металлы. Чуть-чуть пособираем всякое железо. Как удобно, когда ты 73-й левел, никто лишний раз не агрится. Просто в режиме ФК прокачиваешься так быстро. Ну, именно репутацию, ладно. Вообще по кайфу. Так, квеста там, кстати, еще получается, да? Класс. Оп. Так. Это мы забираем себе. Так, заметил, тут сворачивал окно. Можем тоже залутать. Так, это у нас тема, кстати, магов из Героев 4. Тоже прикольно, кстати. Первая фракция, за которой я поиграл в 4 героях. Так, ладно. Репутация поднята. Хорошо. Сейчас тогда чекнем. Скидочку. Так, заодно по дороге можно подворовать немного у Орды тут железо. Так или иначе пригодится. То, что мне еще прокачивается инженерное дело. Друиду, паладину с нуля причем. Поэтому, да, запасы мне нужно набирать для моих твинков. Да и, наверное, этому паладину я все же тоже
Посмотрим. Наверное... Вот я думаю, оставлять ли ему кузнечное дело или тоже перекачиваться в инженерное. Чтобы просто сделать себе вот эти вот энчанты на ракету. На перчатки. Потом на ботинок нитроускорители поставить. Просто кузнечное дело у меня больше ни у кого нету. Тем более оно уже практически до максимума прокачано. Я могу разве что просто понаделать нужное количество сетов саранитового для клинков. Сколько мне там понадобится. И посмотреть, что там я еще смогу сделать. Вдруг, мало ли, что-то. Но сомневаюсь, если есть какие-то там полезные именно эти энчанты. По-моему, я знаю, можно сделать слот для ремня или для чего-то такого. С помощью кузнечного дела. Так, ну ладно, там потом дадим. Окей, смотрим. Все еще 4500. Не понял. В смысле? Я же прокачал профессию. Ой, репутацию. Неужели надо максимально... Так, комментарии. Сейчас вот на веб-хеде просто смотрю. Не понял. Тут даже показывает то, что за репутацию. Мне тут должно быть сейчас 250, а не 500. Но относится ли это к репутациям запределья? Просто мне еще иногда казалось то, что все зависит от, допустим, выходной день или нет. Но это, наверное, дурацкая догадка. Buying $18 would have cost me 5000. Так, пишет один чувак. But I went to Thrallmore and paid 4250 at Honored. I saved 750 gold for 5 minutes. Ну да. Тут даже люди пишут то, что во время репутации. Уважение. Уже получается скидка большая. Get discount you have to area. $4250. Странно. Так, а репутация... Так, а репутация с... Valiant Skip у меня какая? Тоже Honored. 4500, понятно. Значит, надо с обеими прокачивать, что ли? Да, тут, правда, еще комментарии не довольно старые.
Давайте по-русски что-нибудь поищем. Репутация с Альянсом именно. Штормградом. Так, а Штормград у меня тоже уважает. Что-то я запутался совсем. Так, ладно, во всяком случае. Я чуть-чуть засиделся. Я отойду АФК на минутки 2. Через пару минут вернусь. Так, раз-раз. Вернулся. Надо дальше расследовать. Удачи, Рэйо, спасибо. Не знаю, тут ли ты еще. Но спасибо. Так, мне тут еще и телефон звонил. Какой-то незнакомый телефон. Стоило просто отойти на пару минут. Ну ладно, если надо будет, позвонят еще раз. Так, надо думать. Блин, репутация, Honor Hold, Штормград. Блин. У меня, получается, уважение есть со Штормградом. Теперь у меня есть
Реверт. Есть с Хонорхолдом. И также есть уважение Violence Expedition. Блин. Так как снизить-то цену? Ё-моё. Так, ладно, надо еще посмотреть что-нибудь. Мгм. Какой-то современный сайт. 2017 год. Ну-ка. Блин, так много читать. Короче. Камень возвращения мне в Штурмград. Пойдемте сделаем репутацию Реверт у Штурмграда. Чисто тоже на всякий случай. Какие-нибудь квесты надо поделать. Чисто попроще. Мгм. Блин. Задумался. Точно, кстати, могу сделать эти на подземелье квесты. Или... Или просто отправиться в какой-нибудь западный край. Ладно. Можно сначала посмотреть просто какие-нибудь стартовые квесты, типа Златоземье или Лесопилку. Может быть, так я смогу быстренько прокачать сейчас репутацию. Сколько мне там надо. Меньше... ну тут совсем чуть-чуть надо. Квестов 3-4, я думаю. Максимум 5. Если они будут тоже давать где-то по 700-800 репутация. Сейчас посмотрим, есть ли каким доступны. По-моему, в Златоземье, наверное, все сделал. Я всегда их делаю. Те квесты на пещеру и так далее. Так, мой хиллер докачался за Лока до 10-го. Значит, с ним я продолжу. I will log later to level up more this one. And maybe play with you 2 dungeons or 3. Тогда с ним еще, может быть, потом сыграем. Где-то ближе к вечеру. Днем еще тогда я, может быть, за прот паладина поиграю. Так, ладно, вот тут квест вижу. Further concerns. По-моему, это надо туда, да. Где-то на лесопилке можно поделать быстро квесты. И апну репутацию. Тогда посмотрим, сколько будет стоить полетки. Может быть, тогда будет стоить 4000. Или хотя бы 4250. Если нет, ну и пофиг тогда. Не буду туда сильно голову морочить. Тут как раз, кстати, на лесопилке я не делал ни одного квеста. Ну, все банально, потому что X7 и все. Быстро качаешься.
246. Ну, это простые квесты. Ладно, давай. На всякий случай сразу возьму все. И пройдемте далее. Хотя ладно, тут еще можно взять на древесину. Какие-то из них. Тут у нас что? Банданы. Ладно. И древесина. Так, сначала пропавшие стражи. Посмотрим, сколько за этот квест я получу. Репутацию. $81. Ну, допустим. Как-то мало. Такое себе. Да, когда игроки тут не качаются в лоу-левелах, лоу-левел локациях, все сундуки практически на месте. Так, ладно, пофиг, давайте сразу мурляков разваром. Все равно, смотрю, это быстро происходит. Повышенные рейты дропа. Так, что там по древесине? Можно тоже, наверное, быстро собирать. 8 штук, да. Окей, ладно. По дороге можно и волков нафармить. Блин, а че я их лутаю? Нафиг я вообще их лутаю, точно? Полнейший мусор. Так, с древесиной есть. Теперь волки. Медведи там чуть-чуть подальше будет. Несколько, их тут меньше. Так, а что мне... А, точно. Талант один. Офигеть, в течение всего этого стрима я забыл. Ну да, такое бывает, на самом деле. Когда не концентрируешься особо на игре. Так, что я тут еще планировал-то прокачать? В резере вроде бы все. Да, остался прод. Там чисто чуть-чуть. Так, по волкам все. Сейчас быстренько добьем медведей. Остатки талантов сколько мне тут остается? 7 штук. 2 сюда. Потом сюда вкачаю. И, по-моему, еще ред паладины они вкачивают вот сюда. Divine Sacrifice. Он, по-моему, тоже снижает сильный урон входящий. По-моему, это прям вот универсальный билд для 80-го левела рейдера паладина. Как-то вот здесь вот, по-моему, вот так вот пройтись. Не знаю, хватит талантов? По-моему, нет. Не знаю. Может быть, вот это вот не надо было мне вкачивать. Потому что изначально я думал то, что я с этим паладином буду оставаться на 79-м.
Ладно, посмотрим. Если что, перекачаю снова. Серьезно? Вообще не дает репутацию. Вы что, издеваетесь? Блин, походу мне не надо было вообще париться насчет прокачки репутации. Просто покупать за 4500 полетки и все. И пойти дальше качаться. Давайте тут сдадим тогда и все. Так, ну тут, да, есть репутация. Да, этот тоже получил, ладно. Окей. Хорошо, ладно. Все-таки за какие-то я получаю. Чуть-чуть. Чисто один квест. Ну-ка, если банданы попробовать сделать. 6 бандан как раз тут. Так, ну вот, все, погнали сдавать. Блять, не та кнопка. Так, точно. И что делал квест? Надо вернуть обратно. Молот гнева на R. Так, ну сейчас посмотрим. Получается, у меня вот все 3 репутации. Реверт. И сейчас, возможно, будет уже скидка. Вот. Штормград есть. Камень возвращения, к сожалению, 18 минут еще. Ну ладно. Тут пофиг, добежим. Говорит, попробую сейчас. Купить полеты. Так, рубашка у меня вообще есть? Да. Еще стартовая рубашка. Так, ну для галочки можно еще и этот сдать, но как бы уже все, не надо больше репутации. Если вот сейчас вот не будет скидки, тогда уже пофиг. Буду тратить столько, сколько надо. Но все равно я покупать буду уже тогда в полуострове Адского Пламени. А не в Долоране. Я всегда привык, что в Долоране всегда, просто всегда дорого. По-моему, всегда стоило 5000 там. Если я потрачу свои 5000, то, ну да, мне на полетку в непогоду не хватит. Все деньги солью. А мне еще надо тут на профессию, на обилки тоже. Еще жаль то, что потертая рукоять почему-то вдруг тут стоит целых 18 тысяч голды. Какого хрена? Неужели она до сих пор настолько актуальна? То есть ладно там 5000 каких-нибудь. Ну и же там вообще много этих потертых рукоятей.
А у них, блин, сумма, как у этого, как у инженерского чоппера мотоцикла. Потому что примерно за такую же сумму продают мотоциклы. Хотя при мне, когда вот я играл, не знаю, давным-давно на ВТЛК, не помню, на каких-то серверах была, регулярная цена на этот чоппер была, ну, где-то в районе 40-50 тысяч. Вот столько стоил раньше мотоцикл. Как правило. Так, у меня есть какие-то тут еще символы? Нет. Символов нет. Ну, потом гляну, какой там еще символ можно будет посмотреть. На 80-й левел. Так, ладно, из Дискорда я выйду пока что. Так, а за паладина я добавил этого? Да. В поле паладина я добавил. Но если он не зайдет в сеть, конечно, до каких-нибудь 3 часов. До каких-нибудь 3 часов дня. То, наверное, тогда я и не буду, наверное, стартовать сегодня. О, а вот, кстати, скидочка. 4250. Ну да, получается, если была бы максимальная репутация, то было бы 4000. Сейчас напишу тогда знакомому в Дискорде. На всякий случай, чтобы он знал. И какая там третья? Valiance Expedition, или как она там называется? Expedition, получается. Да. Так, и получается, я получаю скидку. Так, ну вот, все, ему я отписал. Потом он прочтет. Ладно, тогда обучаемся быстрому. Быстрым полеткам. Для полного комплекта я бы еще купил дорогой этот вертолет инженерский. Он клевый, мне нравится. Покруче, чем Грифон. Так, а ну хотя да, тут можно весь этот мусор утилизовать. Блин, еще налутал тут, конечно. Стартовых шмоток, которые нафиг не нужны. Так, ну вот, быстрая полетка есть. Теперь с какого там левела я могу телепортироваться в Долоран? С 73-го, может быть, кстати. Камень возвращения 11 минут. В принципе, ладно, погнали в Шатрат. Через портал в Штормград. Там забегу к тренеру паладинов. И потом в Борейскую тундру. Если телепорт Долоран еще не доступен от квестодателя, тогда я сделаю квестовую цепочку у Тасариана.
Там как раз в конце квестовой цепочки дают топор двуручный. Для старта сойдет. Так, здесь тогда лишние квесты я сразу же отменяю. А, точно. Блин, я ж тут... Пока мы делали квесты в Нексусе, я и забыл сделать замеры. Чтобы выполнить требования по квесту. Фак. Ладно. Так, точно, зелье надо было продать. Саундтреки, кстати, Варбанда, вот они сейчас вот играют на фоне, они тоже вполне неплохие, но я не знаю, почему в них как будто вот чего-то не хватает вот по сравнению с теми же героями. Герой 4, Герой 5, вот. Вот не знаю, какой-то вот изюминки не хватает, как будто эта музыка какая-то слишком уж игровая, не знаю, какая-то детская, что ли. Но тем не менее она тоже хорошая. Банк полон, милорд. Точнее, склад. Хорошо, а если мы... Если мы сейчас вот так вот сделаем... Блин, все равно мало места. Что тут можно продать такого? Чего прям совсем не жалко. Наверное, бронзовый вот этот каркас. Медная труба, наверное, да? Да и вот этот вот Shadow Gem, он тоже нафиг не нужен. Вот так вот, все. Так, транспорт. Давайте сделаем так. Перекидаем и транспорт коня. Мы поставим на 9. Потихоньку будем привыкать. Надо будет, наверное, еще понабрать квестов, которые связаны с данжами, именно со стартовыми. Просто чтобы были. Потому что я могу в разные абсолютно данжи попасть. Там хоть какие-то еще синие шмотки смогу получить. Так, хорош. Экзорцизм получил хотя бы. Ими я пользуюсь. Но, как ни странно, допустим, Blessing of Might я вообще практически не использую. О, а вот и тема, кстати, героев третьих. Что мне тут вообще по квестам? Ну, тоже тупо сдать. Поставить точку полета. Гавань Муаки. Блин, опять опоздал на корабль. Чё-то не прет. С кораблями сегодня. Чё-то 2 человека сразу ливнули из гильдии. Это... Странно, кстати, потому что это единственная гильдия, в которую
Вот и у меня уже тут много персонажей, и вот именно в этой гильдии довольно такое плотное общение между гильдийцами. У нас, правда, тут гильдмастер, он немножечко странная персона. Один день вот его не было. Какие-то у него там проблемы личные. Иногда приходит и в гильдейском чате жалуется. То его там с работы поперли, то ли еще там что-то, не знаю. Есть у него тут второй товарищ какой-то. Пародия на никнейм Чак Норриса, там, то ли как Норрис, то ли что-то типа того. Так, ну что, ждем, 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 ждем. Да, все-таки некоторые темы, оказывается, я скачал. Именно с героев третьих, который получился. Вот почему-то, к сожалению, тему андедов Некрополиса у меня не получилось скачать. Почему-то ссылка не работала, когда я ее скачал через специальный сайт. К сожалению. Очень жаль, на самом деле. Так, ладно, пока ждем корабль. Публикую последнее видео на эту рабочую неделю. Так, а что у нас тут по данжам? Понял. Я вообще один в очереди. Окей. Это, конечно, слабо. Так, ну что, трогаем, нет? Давайте, погнали. Так, кстати, а какой у меня навык владения двуручным топором? 340. Хорош. Не придется сильно прокачивать его. Ну тогда я думаю постепенно, значит, Тессариан. Потом посмотрим там у клыкаров. У их руин. Надо там делать квесты, или я их уже делал, я просто не помню. Я уже столько персонажей прокачал. Я уже запутался. Сделаю их, если там надо будет. И пока что, наверное... Ну, да, еще сделаю, наверное, все стартовые квесты. Вот тут вот. Борейская тундра. Здесь вот все квесты сделаю. Сделаю перелет в Ладару. Возьму там все квесты, которые есть еще на данж тоже. И тогда уже перелечу
Драконий погост, там продолжим. И так вплоть до арены Зулдрака, я думаю. Вспомнил, кстати, да, мне же в этом во втором плейлисте. Со средневековой музыкой, хэштег, ну, слэш треками из игр. Еще музыка из Готики 3. Жаль, что как раз сейчас вот Илья пропал. Вспомнил его тоже. Так, а здесь, кстати... Матч. 4500. Я вас понял. Понятно, значит, для Нардскола зависит репутация с этой фракции, для Запределья та отдельная. Ладно, побежали тогда до Унупа. А, блин, точно. Чё это я? Я забыл посмотреть. Даже на мини-карту не смотрел. Квест у Архимага. По-моему, его не было. Да, я его не вижу. Он же жив? Так ведь? Да, еще рано, еще рано. Нужен 74 или 75, наверное, получается. Ну ладно, не страшно. Если что, я могу и пешочком добраться, если прям уж совсем понадобится. Там все-таки есть же этот специальный портал, созданный под Долораном. Так, ну надеюсь, если тут пробегусь, увижу какой-нибудь кобальт, обязательно его соберу. И сейчас как раз вот кузнечное дело через кобальт пока что еще прокачивается. Но скоро, я так понимаю, уже будет саранит. И в этом плане мне надо догонять еще через горное дело, потому что мне горное дело только 384. А саранит можно добывать, по-моему, с навыка 420. О, мне кобальт даже все еще желтый и не зеленый. Я за ДК, пока вот бегал по всем локациям пешком, именно по квестам, вот пока бегал туда-сюда, я именно на кобальте только собрал навык 450, да. Ну, разумеется, там был как просто кобальт, так и залежи, богатые залежи кобальта. Поэтому, если что, это возможно. Собирает только кобальт. Похожая ситуация у меня произошла тоже и с друидом. С моим рестор-друидом я просто спамил данжи и так в открытой локации играл. Спокойно прокачал до 450. Данжи тоже там далеко не самые такие последние были. Из первых только. Так, ну вот в прошлый раз я вот не дошел до Унупа, где-то там вот сзади. Меня притормозил охотник. Козлина. Блин. Ладно, пофиг, давайте пока так сделаем. Может быть, даже буду постоянно просто перемещать. Так, погнали. О, там кобальт. Сейчас лучше кобальт возьму. Придется завалить лягушку. Горлока. Или? Нормально, ловко за стеной встал. Хорошо, хоть они не видят через текстурки.
Так, идем дальше. Так, ну с этой квестовой цепочкой, я думаю, за ретро паладина вообще никаких проблем не будет. Все будет довольно быстро, плавно, легко. Все-таки паладин как раз-таки имеет бонусы в сражениях с андедами. Постоянный, по-моему, крит. Да, против демонов и андедов. Постоянный крит экзорцизма. И плюс еще Holy Wrath тоже действует именно на андедов и демонов. AOE эффект, который еще и станет. А, да. Что-то совсем забыл, что я вставлял себе в плейлист. Еще же Age of Empires 3. Саундтреки, да. Тоже ностальгия. Так, вижу Кобальт. Надо будет сейчас туда сбегать. Надеюсь, успею. Так, здесь, по-моему, полная хрень, да? Да. Статы еще бредовые какие-то. Это один из основных, кстати, саундтреков, я так понимаю. Он часто просто используется во время игры. Я его очень часто слышал. Все-таки я в демо-версию отыграл. Я не знаю, наверное... Иногда кажется, что в демо-версию я как будто играл куда больше, чем в саму игру. Ну, это вряд ли, на самом деле. Потому что в оригинале я просто играл и проходил эту кампанию. Фолловую игру. По-моему, все 3 кампании прошел нормально. Без всяких особых проблем. Да я особо не включаю эти сложности там повышенные. Максимум на средней играю. Чтобы себе сильно не усложнять жизнь. Так, где тут третья? Ага, понял. Так, ну смотри, Кобальт как-то не очень сильно пользуется популярностью среди игроков. Он постоянно повсюду есть. Очень редко бывает так, что его прям вот нету, допустим, вот в этом месте. А вот Саранит и Титан, конечно, совсем другой вопрос. Вот там, да. Когда я первый раз летал по штормовому пределу, я там сколько... Ну, Саранита, по-моему, только собрал немного. Только уже во второй такой массовый прям облет территории я уже собрал Титана. Причем немало. Целых 4 залежи, по-моему, титановые нашел. 4 или 5. И плюс еще одна была в пещере, в которую я не смог попасть, потому что эта пещера связана с этими с деревнями. Брунхильдар и Сифлердар, или как она там называется, да, там это квестовая цепочка, связанная с великанами, чтобы прокачать с ними репутацию. Так, я смотрю, у меня тут конкуренция потихонечку начинается. Надо скорее продвинуться вперед. Так, он тут пока еще начнет сражаться со мной. Оказывается, не сразу. Так, погнали. Вот следующий квест, правда, довольно унылый. Тупо 20 андедов завалить. Но опять же, я думаю, как паладина это будет быстро. Правда, их там сколько? 2 или 3? И они мне уже дышат в спину. Хант и Вар.
Так, этот есть. Давай, цепляй меня. Ты иди сюда. Быстренько выкосим вот этих вот передних мобов, которые тут возле города ошиваются. Это сразу где-то четверть всех. Как минимум, если они тут все есть. Такс. Хорошо. Так, сейчас поставим реген маны, включим. Чтобы оптимизировать расходы. Так, ну вот, 9 из 20. Почти половина. Это, по-моему, все мобы, которые возле входа. Что им надо? Нет, отстань. Сами разбирайтесь со своими делами. В прошлый раз я так уже играл, блин, с одним чуваком. Он просто потом меня кикнул из группы. Так что обойдусь, пожалуй. Да-да-да. Я понял. Тебе нравится хукать. Сделаю дурацкое оправдание, то что я в очереди на данж. Потому что как бы по идее должно сбрасывать очередь на данж, но оно на этом сервере почему-то не сбрасывает. Не знаю, почему так. Так, ну вот, все. Эта часть завершена. Теперь легкая часть. Если я их опережаю, а я вроде как их опережаю, то я первый успею забрать все 3 свитка у 3 именных NPC. И тогда уже будет ласт. Так, ну тут давайте треньку, я так понимаю, да? Что там за треничка вообще? Critical Strike. Ага. Окей, хорошо. Отлично, тем более вместо этой хрени Раникуса, которая вообще не нужна. Отличная замена, просто отлично.
Так, что там происходит? А, это просто свечение, окей. Мисс? Да? Серьезно? Еще один мисс. Фига себе. Ну ладно. Сюда иди, жучок. Так, ну вот, первый есть. Теперь бежим дальше, в центральный храм. Ну да, они желтые для меня, поэтому издалека меня видят. Ну, не страшно, пофиг. Главное, чтобы по дороге не было этих мясников. Лишние хуки мне сейчас не нужны. Раньше, кстати, давно, когда я играл, я не знал, где найти вот этого жреца. Мне все это оказалось, что он где-то там внизу должен быть, но все время не резался. Потом оказалось, что надо было просто подняться сюда наверх. Я это далеко не сразу понял. Так, ладно, 2 из 3. Окей, погнали дальше. Так, ну вот, 3 из 3, все, они мои. Но я думаю, у них все равно КД тоже небольшой нарез. Поэтому те ребята тоже будут продолжать идти за мной нога в ногу. И скорее всего они меня догонят вот сейчас вот на последней части квеста, когда я буду стоять долго ждать, пока там Тассариан поговорит с королем Личо, с этим, с элитным андедом вампиром, как там он, блин, Санлейн. Один из Санлейнов. Пока я там буду стоять и ждать, дожидаться боя. Кто-нибудь сможет прийти и помешать мне, кстати. Последний раз, когда я делал, прилетал, кстати, кто-то из Орды, разбойник, одетый. Но он, к счастью, он просто стоял рядом и ничего не сделал. Так, чисто пару раз побросал во вражеского NPC. Чтобы, ну, для галочки, скажем так, мне помочь. И все. И потом ушел. Мы там еще с ним попрощались через эмоции. Так, сейчас, секунду. Все, погнали. Да вы что, серьезно? Твали. Я бабл на вас тратить не буду. Все, погнали, Тассариан, давай. Разберемся с этим.
Я также, когда проходил за Рестор Друида, это... Вот это тут именно последний квест, я только тогда понял, то, что Тассариан на самом деле 1 на 1 не разберется с онлайном. И он сможет погибнуть. И я вот чуть-чуть этого не осуществил, играя за Рестор Друида. Никакого особого урона у меня не было, я просто кастовал там гнев и лунный огонь. Все. Потом в один момент смотрю, опа, 5% хп у Тассариана. Повезло, что он тоже вот этот вот Sunlane уже там на лоу хп был. Allow me to take care of the intruders, Lord. I will feed their entrails to the maggots. Do not fail me, Sanlane. Return to Icecrown with this fool's head, or do not bother to return. Yes, my lord. Ну давай проверим. Stop spinning. Thessarian, you're alive! I thought you were dead. I cannot return home. I have not quite done with the scourge. Don't leave me again. You want to fight for your country? They sent you here to die. You might be right, sister. My obligations to my land and king have been. So, it's left to myself. I know that Так, ну вот, наконец-то. Топор есть. Портал тут не работает, я так понимаю, да? Угу. Портал не работает. Ну что ж.
А, да? Эх. О. Вот это хорошо, конечно. Спасибо. Так, соберем тут очередную пачку металлов. Я, кстати, как-то тоже пытался настроить какого-нибудь бота, да и вообще скачать. Так, ладно, лучше пойду назад. Но как-то у меня особо не получалось. Тем более, постоянно антивирусник еще плакался. Мол, это что-то незнакомое, это не скачивай, не надо, не включай, не используй и так далее. Ну и, естественно, сомнения во мне появились, то что, может быть, ну его нафиг. Я вот так и не помню, получилось ли у меня хоть что-то. Так. О. По-моему, я вроде бы пробовал бота на рыбалку, может быть. Хз. Ну, тоже на этом сервере, на циркуля. Но все равно в целом как-то не очень позитивно о них. У меня впечатление. Так, о. Еще кобальт. Не хочу лишний раз в драку ввязываться, но ладно, придется. Блин, неужели у меня есть все темы героев третьих, кроме Некрополиса? Что-то как-то обидно. Надо будет как-то попробовать еще раз скачать ее. Интересно, есть ли отдельные какие-нибудь сайты, где можно скачивать именно саундтреки из игр? По сути, точно так же, как и какие-нибудь просто песни. Просто пиратские копии, условно говоря. Так, по данжу. Ага. За 35 минут все, что изменилось, это добавился еще один ДПС. Окей. Что-то как-то совсем тихо вдруг стало. Ну ладно, сейчас тогда еще поделаю квесты тут. Тогда уже отправлюсь сюда. К лукарам. Так. Сюда иди.
Блин, мне чуть-чуть, кстати, как-то вот все еще непривычно использовать на шестерке свет небес. Привык то, что у меня на шестерке, то есть на кнопке V свет небес. Но еще и на V я всегда бурсты вставляю. Вот даже не знаю, как быть теперь. Бывает по ошибке включаю свои фуллы. Так, он там, походу, в яме в этой. Ну, ладно. Да. Так, это у нас очередной саундтрек из Age of Empires 3. Так, горное дело у меня сколько уже? 408, хорошо. Еще немного и скоро смогу сарани добывать. Так, наверное, тогда сначала сдам квест в взлетной полосе. Поставлю точку полета. Так, вот сейчас, наверное, вот в тех вот руинах, где клыкарам надо будет делать квесты. Там наверняка будет орда, я думаю. Может быть, кто-то и захочет схлестнуться. Так, ну вот, хватит. Все, остальные квесты я обычно, кстати, здесь не делаю. Я пару раз как-то пробовал, ну, такое себе. Очередные квесты, где надо пойди туда, завали того, собери это. Слишком много перенасыщения какое-то происходит вот этих вот однообразных квестов, поэтому квесты на взлетной полосе я больше и не делал, наверное. Один раз только в своей жизни попробовал и все. Понял, что какая-то скукотища. Поэтому лучше сюда пойду. Тут я как-то привык. Заодно и прокачаю репутацию с этими склыкарами. Да, как раз вот квесты не делал. Так, альянса вижу. Орды нету, что ли? О, что-то там выпало. Боешка какая-то. Кольцо это, по-моему. Кольцо на танка. Ну, наверное, фигня полнейшая. Можно будет, наверное, вендору продать. Ну, я посмотрю еще, конечно, как там в аукционе она продается. Тебе надо будет цепочки квест сделать на черный клинок и серебряный... А, ну это да, это, думаю, да, конечно, сдала. Да, я помню. Стартуется прямо вот здесь, вот на их базе. Там тринички неплохие зеленые даются. Этих на ДК репутация берется в этом... На самолете, который летает вокруг.
Ледяной короны по этой по локации, помню, да. Мгм. Понял. Ну и плюс еще, конечно, в этом, в Зулдраке. В Зулдраке я тоже обычно делаю все квесты, которые связаны с этими СДК. И Серебряным авангардом. Может быть, не всегда прям все-все, но в основном делаю. А вот насчет сынов Хадира не знаю, кстати. Я сынов Хадира, наверное, один раз в жизни делал. Там, по-моему, длинная цепочка. Начинается у гоблинов. Потом переходит в деревню этих Брунхильдар и так далее. Нудная, долго. Не знаю. А что там они полезного дают там? Кроме шмоток. Просто репутацию я обычно прокачиваю, если мне нужна какая-то шмотка, и все, не более. Если это что-то для PvE контента, то я даже не прокачиваю тогда про эту репутацию. То, что рейдить я не планирую, всякие геройки закрывать тоже как бы особо и не планирую. Чисто разве что, ну, ПВП. Чарка на плечи. А та чарка, которая дается за очки чести, она хуже. На 70 левел. Она стоит, по-моему, 10 тысяч очков чести. Я, правда, не помню там какие статы. Так, вижу кобальт. Далековат он, правда. Ладно, потом. Так, о, еще один ДПС нашелся. Не прошло и часа. Ну, тогда, может быть, и прокачаю, да? Почему бы нет? На каком-нибудь из стримов посвящу дело этому. Всему этому, всем репутациям. За один день, конечно, не прокачаю, наверное. Ну, посмотрим. У меня все равно пока что этот персонаж 80-й, он не в приоритете. Мне еще надо другого докачать до 79-го хотя бы. Так, где эти гранаты? Так, колечко. Ну да, это чисто на танк, 70-й левел еще. Гляну потом, сколько оно стоит на аукционе. Кстати, а сколько мне сейчас крита? 17%. Для Лича это, наверное, мало. Вот в классике, да. 17 это вполне такая солидная цифра. А вот в УТЛК вряд ли.
Такс. Кого мне тут надо еще? Шаманов. Так, тут шаман. Так, еще один песик нужен. О, один из саундтреков, кстати. Корсаров 3. Блин, что-то как-то вот вспомнил Корсаров, вдруг захотелось. Если, короче, я не забуду, может быть и правда. Когда вот именно Вов, надо будет отдохнуть от него. Что делать постоянно видосы о Варкрафте и стримить Варкрафт тоже. Даже меня надо доедать, такого фаната Варкрафта. Можно даже вот для разнообразия поиграть вот в одиночку. Именно в Корсаров. Хоть и Black Flag, наверное, получше. В плане вот самой разработки игры. Но Корсары вот именно чисто из ностальгии хочется. Надо только вот... Надо будет определиться, в какие именно поиграть. Я, как правило, играл Город потерянных кораблей. Это какие-то, наверное, Корсары 3, получается. Какое-нибудь плюс еще дополнение к этим вот. Проклятой судьбой, может быть, я играл. Не помню, вот. Но первый раз, кстати, первый раз в своей жизни, я что-то помню, в школе учился. Как-то с другом об этом разговор зашел. Он мне вообще рассказывал о Корсарах 2, наверное, или 1. Вот он именно играл. А вот я первый раз в жизни попробовал Корсары 3 Ветер Свободы, наверное, это был. Это, наверное, один из самых первых дополнений для третьих Корсаров. Но они сильно там не отличаются от некоторых аддонов. Я довольно долго в него залипал, учитывая то, что это был первый опыт Корсаров. И мне вот понравилось то, что там, в Корсарах Ветер Свободы, была функция быстрого перемещения даже во время боя. То есть вдруг тебе там надоедает постоянно без ветра плавать вокруг да около с противником, то вот в Ветрах Свободы там можно было именно во время боя чуть что сделать телепортацию, чтобы начать поскорее бой. А в других, допустим, частях, там дальше, вот в том же Город потерянных кораблей, вот этого нельзя сделать было, когда ты в бою именно находишься. Так, квест я сделал. Да, еще вот что вспомнил, был один баг интересный. Тоже именно Ветер Свободы. Один раз, вот когда я проходил, одно из сохранений, оно забагалось именно. Баг заключался в том, то, что некоторые предметы почему-то продавались по космически завышенной цене. Почему-то. И это товары были прям вот самые такие, которые очень легко достать. Не знаю, почему такой баг случился, но, естественно, я обрадовался, то, что можно было просто стать миллионером буквально с самого начала игры и купить все самое крутое, что ты можешь. Хоть и поначалу, естественно, ты там будешь получать какой-то штраф за использование слишком крутое вооружение и корабли. Так, мне надо куратора и ритуальные штучки. Так вот, эти шмотки... вот сейчас бы вспомнить.
Что это за шмотки такие были? По-моему, если я правильно помню, это картечь была, книпели. Да и вообще, по-моему, даже все, наверное, вот эти вот... Все типы, условно говоря, амуниции. Да, там, по-моему, 4 типа. Ядра, книпели, картечь и бомбы. Я всегда бомбами часто использовал. Просто чтобы разнести корабль и поскорее потом начать абордаж. Хоть и, по сути, надо картечью стрелять. И вот почему-то, по-моему, вот картечь и книпели, они прям... то ли тысячи стоили там, то ли миллионы, я не помню. Вот одна единица, условно, там 1000 каких-нибудь этих... Что там... Какие там были... Какая там валюта была? Не реалы, по-моему. Реалы это в Black Flag. Пиастры, пиастры, вспомнил. И вот так получилось, что я вот это вот заметил и просто взял, допродал всю свою картечь. И за счет этого вдруг разбогател. Я вот так вот поиграл немного вот в таком вот баганом сохранении. Ну, естественно, со временем надоедает тоже. Когда у тебя вдруг все есть, и тебе особо ничего делать не надо, чтобы добиться успеха. Это тоже надоедает. Но и в начале тоже довольно трудно бывает добиться хоть чего-то там. Потому что ты когда стартуешь, тебе могут дать, допустим, корабль какой-нибудь этот люгер, а то и шлюп даже из редка. Потому что это какой-то почему-то чертовский рандом в самом начале. Либо тебе дадут какой-нибудь, я не помню, тартану, баркас, или вообще плот. Почему-то. Поэтому я, допустим, стараюсь сделать такое сохранение, где мне вначале хотя бы люгер дают. Это хоть какой-то достойный корабль, с которым ты можешь уже перевозить товары на продажу. Да, кстати, я слышал насчет этого, вот насчет вот пака на корабли. Я даже какой-то еще стрим видел, чисто вот мимо проходил, мимо каких-то стримов. Вот в него я, кстати, вообще еще не играл, не пробовал. Вот, может быть, это стоит и попробовать мне. Этот шипак. Там много чего переработали. Оружие, корабли, механика боя. Вот механика боя, кстати, да, там такая... ну, она кривоватая, да. Механика боя, блин. Механика боя, это вот единственное вот... Хотя нет, не единственное. Вот когда я думал о гибриде Black Flag и Корсаров, вот боевка это точно была одной из тех вещей, которые стоило бы взять, допустим, из Black Flag. А вот из Корсаров, допустим, стоило бы взять именно количество товаров, допустим, которые можно вот приобрести, продать и так далее. И вообще систему всего вот это вот. То, что ты можешь зафрахтовать судно, создать целый флот, проходить разные миссии по типу там эскорта и так далее. Основать свою колонию. Просто, к сожалению, в Black Flag там всего лишь, по-моему, 4 товара или сколько было, очень мало, короче. Это было очень скучно. Но боевка, конечно, да, в Black Flag, да, и сам абордаж мне тоже нравился именно вот в Black Flag. Вот сделали бы вот такой же вот абордаж, было бы вообще классно. Где именно ты все видишь, как все начинается, как корабли сближаются, там, крюки закидывают. Все начинают стрелять там из мушкетов, кричать что-нибудь. Стрелять там из мелких пушек. Вот это вот офигенно. Это получше, чем просто загрузочный экран и крик пленных не брать. Тем более там еще бывает с балансом довольно проблематично. Там особо скиллом не зарешаешь. В том же Black Flag, допустим, можно как-то выкрутиться, если не ошибаюсь. А вот в Корсарах хрен там. Если у тебя корабль слабый, а у врага сильный, то они там автоматически распределят так количество
абордажников. Что ты просто можешь остаться там в одиночку или просто с одним человеком. Против супер прокачанных бойцов. Вот это меня тоже очень сильно бесило. У них там больше 100 единиц хп. Но так чисто отдохнуть, да, можно. Поплавать. Ой, иди ты нахуй, ублюдок. Да-да. Вот какие же они дебилы. Они всегда думают, то, что они успеют в последнюю долю секунды после бабла что-то сделать. Захексить попыталась. Дура тупая. Тут нормально же все шло, блин. Дали бы закончить квест и все. Надо было ганкать меня. Так. Блин, все никак не отвыкну, то что у меня хил на 6. Блин. Да, и в принципе, кстати, разница между вот дополнением Ветер Свободы и какой-нибудь... Разница между Ветер Свободы и Город Потерянных Кораблей прям тоже там большая. Там, по-моему, Ветер Свободы, допустим, там, по-моему, крыс вот нету, которые могут попортить там тебе припасы. Особенно, которые тебе нужно перевозить из магазина в магазин. И ты потом можешь не досчитаться какого-нибудь товара. Ну, я гляну, посмотрю. Может быть, я просто ради интереса снова в Ветер Свободы сыграю. Может быть, просто вернусь, как и раньше. Больше всего, наверное, я играл все-таки Проклятой Судьбой, наверное. Это дополнение к Городу Потерянных Кораблей. Каждому свое. Корсары. Каждому свое. Надо вспомнить превьюшку. А я, по-моему, тоже пробовал. Там, по-моему, нельзя сделать кастомного персонажа, да? Там, по-моему, 3 сюжетных есть только. Или? Просто мне нравилось там, где ты можешь сделать своего кастомного персонажа из моделек других вот NPC. Я всегда выбирал чувака, который в шляпе и с повязкой на рту. Так. Кстати, обзоры по Корсарам я смотрел. Сейчас попытаюсь вспомнить канал, если вдруг интересует. Сейчас, по-моему, это он делал. Да. Короче, YouTube канал называется Унылый. Вот он делал обзоры на все, по-моему, Корсары. Очень интересные видосы. Именно сюжетку, там и баги тоже обговаривал, все вот это вот. Унылый. Такс. Ну ладно, поплыли обратно в Нордскол тогда. Мало Мадре. Это типа так называется этот NPC? Ну, в каждом свое, кстати, я пробовал немножечко, но мне вот не нравится то, что у тебя, допустим, есть какая-то привязка к сюжету. Прям нету свободы действия. Я, допустим, вот это понял. То, что мне это не нравится, когда я попробовал в Городе Потерянных Кораблей линейку за Питера Блада. Где ты начинаешь в какой-то там резиденции Великобритании. К тебе приходят стражники,
постукают тебя, и тебя отправляют на плантации, и там какое-то определенное время ты проходишь только на суше квеста. На Барбадосе, по-моему, это все происходит. И там нужно потом по сюжету сбежать оттуда. Окей, я потом гляну. Поинтересуюсь этим шипаком. Ну, сюжет мне так-то особо и... Не знаю. Я не привык проходить просто сюжетные игры. Как-то такое. Что я обычно делал? Просто, наверное, прокачивал своего персонажа. И потом занимался морским грабежом. Воевал с пиратами, брал на абордаж судна. Создавал свой флот. И когда уже прям вот сильная уверенность в себе появлялась, прям прокачанный персонаж, мощный флот, там, я не знаю, у меня какой-нибудь, я не знаю, хотя бы линкор какой-нибудь, линейный корабль, да. Еще плюс там 2 каких-нибудь таких, плюс-минус корабля. Тогда можно и попробовать чисто отдельным сохранением попробовать напасть на форт. Ну да, но у меня еще просто... У меня просто еще... Вот именно линейка, вот про которую я тут говорил, да, о Питере Бладе, в городе потерянных кораблей. Она мне забагалась просто, когда я первый раз проходил. Там один из, я так понимаю, последних квестов, когда тебе надо было там ночью попасть в город, пробраться через темные улицы, захватить корабль и уплыть, у меня ничего не происходило. Никакого действия. То есть я там всех стражников переубивал, просто ждал, включал быструю перемотку времени, просто тупо ничего не происходило. Из-за этого я просто подумал, то, что вот сюжетка не работает, и я столько времени просто тупо потратил ни на что. Из-за этого вот мне в итоге больше понравились кастомные эти персонажи, создаешь и занимаешься чем душе угодно. То есть, по сути, это уже получается что-то наподобие Mountain Blade Warband. Только морская песочница. К слову, в Mountain Blade тоже есть моды, которые связаны с морем. Только они, наверное, не так сильно проработаны хорошо. Ну, я не знаю, на самом деле, кстати, что там дальше происходит. Я ее так и не прошел. Может быть, на тот момент это просто версия игры была такая. Или просто именно мое сохранение тоже забагалось, да и все. Так-то я бы, конечно, еще и Black Flag, наверное, попробовал бы еще раз перепройти, но... Там, блин, там все саундтреки, даже эти шанти, все эти песенки, которые на корабле поют, они все под авторским правом. Просто все саундтреки. Ubisoft, блин, жадная контора. Поэтому я не смогу в нее играть на стриме. Так, надо поставить точку возвращения. Сразу в Долоране. Так.
Значит, мне там толком не дали доделать до конца. Могу телепортироваться вниз и добежать тогда до гавани Муаки. Вниз сюда. Полетки у меня только на 77-м. К сожалению. Что по данжу? Да, в общем, неплохая идея. Надо бы как-то попробовать. Да и вообще, в целом, устроить какую-нибудь, не знаю, рубрику. Ностальгия. Я что-то в этом плане пытался, вот, когда публиковал видосы с прохождением Stronghold 2. Где я сначала прошел только мирную кампанию, потому что она мне больше понравилась, там сильно напрягаться не надо. А потом решил, ну ладно, пофиг, давай еще военную пройду. Это чисто так, для себя. Там они, я видел, то, что они там вообще практически нисколько не набрали по просмотрам. Но это пофиг. Чисто так, повспоминать какие-нибудь старые игры, которые я играл раньше. Которые прям очень сильно глубоко засели в душу. Это саундтреки Age of Empires 3. А в смысле, мне казалось, ты про КВ говорил, это связано с корсарами. В смысле, а чё не так-то? Чтобы постоянно был доступен телепорт? Имеешь в виду? Да-да-да-да-да. Да, предыдущие мелодии вот тут уже несколько идут. Некоторые подряд, некоторые через корсаров. Но это все Age of Empires 3, да. Все верно. Это опять корсары сейчас вот звучат. Или не, погоди, нет, это не корсары. Это Герои Меча и Магии 3. Эльфийская тема замка. Да, пофиг. Я думаю, это уже не особо важно. Я поставил, главное, то, что у меня есть камень возвращения нету, и этого нормально, достаточно. Но, кстати, об этом я не задумывался как-то. Пользоваться. Ну, АОЕ 3, да. Вот в нее я бы тоже, наверное, кстати, поностальгировал. Вот там я... Я не помню, мы с тобой уже говорили о третьей части или нет. Я вот и в демоверсию очень долго играл, когда ты только демку увидел на торрентах. Я просто охренел, какая-то была гигантская разница между вот второй и третьей частью. И в графическом плане, и то, что вот новые юниты, и совсем иначе как-то ощущается геймплей. И так еще добавлены новые фишечки по типу поставок из главного города, то бишь из метрополии. Я вот поначалу в демку отыграл очень много часов. Просто днями сидел и играл все время за одну и ту же фракцию, потому что там в демке только было доступно Великобритания и Испания. Все. И одна карта, это Новая Англия. Поэтому в итоге моя любимая карта стала Новая Англия. Ну, вторую, кстати, да, я тоже в детстве начал. Мне тогда, наверное, было, ну... Третий, четвертый, может, пятый класс даже. Где-то так. Точно не седьмой класс, и, может быть, даже не шестой. Тогда мне друг просто принес в школу, показал диск. Age of Empires. Age of Kings была у него. То есть это самая первая часть второй. Именно второй Age of Empires, без всяких там дополнений. То есть, в общем и целом, конечно, все эти вот обычные битвы мне очень нравились. Компания... Я не любил почему-то проходить, потому что я боялся проигрывать постоянно. И я не любил то, что в некоторых миссиях были ограничения. Типа, не можешь строить базу, или у тебя там ограниченное количество юнитов, или надо что-то успеть вовремя сделать. Вот такие вот миссии я в РТС-ках просто ненавижу.
Редактор точно, кстати, да, редактор. Я помню, да, редактор карт. Я сильно, правда, не занимался вот ландшафтом, все вот это вот. Я в этом плане, профан. Но я помню, сделал кучу островков. Ну, просто, типа, простую карту разделил водой, речками. Сделал себе гигантскую армию, сделал транспортники. А в каждом островке понакидал юнитов много. И вот так вот переплывал и создавал вот эти вот масштабные битвы. Или просто длинные линии устраивал с разными юнитами. Чтобы устраивать такие масштабные сражения. А так в основном в Age of Empires 2, да, я только, наверное, скирмиши обычные, там простые битвы. И редактор карт, конечно, тоже пробовал. Ну и какие-то осады делал, ну просто, там, я не знаю, какой-то район простой земли обводил стенами, импровизированный какой-то город, небольшая армия, естественно, себе прям гигантскую армию на всякий случай делал. Из таких более крутых юнитов. Что там сейчас, кстати, вот во второй я вот не помню. Там, по-моему, добавили что-то наподобие исторических битв. Как-то так. У меня в Стиме есть, кстати, ремастер второй части. Я его, по-моему, по скидке брал. Definitive Edition, точнее. Пока что я пробовал только пару раз, поиграл именно, ну, просто быстрая битва. Не более. Третью тоже прикупил. Просто потому что в третью я, наверное, все-таки дольше играл. И потому что в третьей я еще... Кто-то бежит? В третьей части я просто еще всю кампанию прошел. Именно в оригинальной третьей, без всяких дополнений. Там, по-моему, 3 кампании. Прикольно еще так придумали, то что там кампания именно с этим... Ну, время, типа, проходит определенное время. Несколько лет. Меняется там поколение. Да, компании там очень прикольные. Тем более, мне еще понравились сами компании, потому что там всегда перед каждой миссией были кат-сцены интересные. Там же отдельно сделали эту текстурку, допустим, для какого-то персонажа сюжетного, отдельно, которая используется во время боя, и отдельно, которая используется именно в кат-сценах, которая не боевая. И я вот бывал, когда редактор карт делал тоже в третьей части, я иногда перепутывал. Начал спамить просто, не знаю, допустим, 100 персонажей такой-то компании, и в итоге оказалось то, что это как раз-таки моделька не боевая, а просто для этого вот, для кат-сцены сделана, которая ничего не делает. Да-да-да. Там, начиная с рыцарей Мальтийского ордена, а заканчивая, там будут уже железные дороги, Америка. Но, по-моему, на протяжении всей кампании там будет верный спутник из индейского племени, Чироки, наверное, или откуда он там, или иракезов, Каньенки, или как там его звали. Такое интересное имя. Я все миссии прошел от начала до конца. Поэтому помню там, что там, как там начиналось, как все заканчивалось. Так. Теперь, наверное, лучше вернуться и в гавань Муаки. Да и в целом, в принципе, было прикольно, то что там уже больше идет акцент на стрелковое оружие. Именно вот на отряды мушкетеров, там, застрельщиков, артиллерия, самая настоящая прям артиллерия, вот эти все пушки прям. Это тоже было офигенно, особенно когда
пушки стреляют по пехоте, она разлетается как кегли. Это офигенно. В те годы, по-моему, не было похожей игры. С такими вот прям механиками, вот именно вот такой уровень разработки. По-моему, в те годы Stronghold, наверное, вторая часть была. Stronghold 2, Stronghold 3 максимум. И то в Stronghold мне постоянно бесило то, что вся твоя армия физически могла просто вместиться в текстурке одного юнита. И поэтому масштабную битву там очень трудно сделать, чтобы красиво выглядело. Потому что все юниты проходят насквозь. И эту хрень исправили только к выходу Stronghold Warlords. Там, где уже японская, азиатская вообще в целом тематика. Вот там уже юниты насквозь не проходят друг друга. Но я поиграл чисто где-то часик в эту игру и как-то, не знаю, не понравилась мне игра. Видимо, я слишком привык ко второй части. Тяжелая артиллерия, да, там какие-то были. Ну, по-моему, нет. По-моему, самая сильная арта, если убрать дальнобойные эти мортиры, по-моему, это были эти турецкие пушки. Такие они круглые, прям как цилиндры. Весь прикол был в том, что их нельзя было покупать на литейных заводах. Их можно было только через поставки из метрополии получать. В очень ограниченном количестве, по-моему. А, не, еще там можно было заказать вагон. Вагон с фабрикой. То есть здание, которое нельзя построить крестьянами, а только получить из метрополии. И эта фабрика потом будет сама производить автоматически эти пушки. Она либо тебе производит там один из 3 ресурсов, которые ты укажешь, либо какую-то артиллерию. И вот у турков была вот своя. Это, по-моему, вспомнил даже название, бомбарда называется. Так, тут, наверное, пройдусь. Русская фракция, кстати, довольно интересная. Она, в отличие от некоторых, она куда более уникально выглядит. У них там юниты пачками покупаются. Плюс свои вот эти вот знакомые юниты по типу вот тех же стрельцов, да. Казаки. Опричники, по-моему, тоже. Больше никого их не было, да и казаков тоже. Разве что минус, хоть и стрельцы, вот, они очень дешевые, быстро не нанимаются, но они по боевой мощи, по-моему, самая худшая стрелковая пехота в игре. То есть, по-моему, они даже 1 на 1 с крестьянином будут долго стреляться. У них там и мало хп, и уровень атаки, по-моему, слабый был. А я, кстати, в Stronghold Legends мало играл очень. Я очень долго играл во вторую часть. Потом заметил, вот вышла, да... Так, где-то я сейчас... Ага. Потом заметил, вот вышла Stronghold Legends. Смотрю, ну... Да, вроде как напоминает вторую часть. Думаю, пофиг, ладно, скачаю. И потом посмотрел, ну... Да, текстурки, по сути, те же, но... Там вся фишка была в том, что есть магия, есть всякие великаны, оборотни, вампиры и прочая нечисть. Я не особо сразу к этому привык. Как-то мне не очень понравилось. Там те же оборотни, они, блин, могут карабкаться по стенам. А раньше это могли делать только ассасины. Дракон вообще может тебе разнести все. Поэтому как-то мне не очень понравилось. Ну и плюс еще сократили количество зданий, которые ты можешь построить. Поэтому как-то мне не очень зашла Stronghold Legends. Так, ну тут ладно. Давайте спрыгнем.
Такс. Награда. Так, ну это Spell Power. Spell Power не нужен. Ладно, плащик можно взять. Все равно там уже этот, тот, который на мне, он уже с неактуального дополнения. Так. Блицкриг. Сейчас я гляну. Но по названию вряд ли. Тут несколько частей смотрю. Самая первая в 2003 году. Это РТС, да? Ну, в что-то похожее я разве что играл, но в саму такую игру нет. Я играл, если говорить о похожих играх... Ну ладно, Company of Heroes не совсем, наверное, похожа. Там такая полу-РТС, полутактическая, наверное. Там масштаба, допустим, масштаба Age of Empires там нету. Потому что там отряды и так далее. Так. Вернуться надо, наверное, получается. Сюда закончить. Блин, я точку полета не поставил. А, в аэропорт можно сюда. На полосу взлета. Точно. Да, в общем, Company of Heroes я пробовал. Ну, видимо, единственная связь — это Вторая мировая. Ну и плюс вполне прикольная штука, то что там есть система укрытий. Но тоже ненадолго, я довольно долго в нее не играл. Компанию несколько миссий прошел, надоело, а быстрая битва там только две фракции, это американцы и немцы, все. Отдельно надо было скачивать дополнение, чтобы была еще Британская империя. Company of Heroes 2, кстати, тоже чуть-чуть поиграл. Первую миссию прошел и тоже вышел. Я ее получил, кстати, бесплатно в Steam. Была раздача как-то давно. А еще вторая игра есть... блин, сейчас вспомню. Empire Earth называется. Если прям так по-английски говорить. Сейчас вот покажу. Empire Earth. Давайте картиночки. Тоже РТС-ка. И прикол в том, то, что тут было прям вот несколько эпох. Ты прям можешь начать вот с каменного века, где ты собираешь там прям вообще какие-то простенькие ресурсы, да. И так вот переходить, вплоть до космической эпохи, где уже космические корабли, роботы там, я не знаю, и так далее. А, да, возможно. Вот она, наверное, больше будет похожа на Блицкриг. Там есть тоже эпохи, которые связаны со Второй мировой. Прикольно довольно. Там мне нравится то, что можно поставить ограничения, с какой до какой можно будет перейти. Я помню, я даже еще чит-код использовал там. Естественно, на большое количество ресурсов. И второе, чтобы юниты производились мгновенно. То есть ты тупо просто кликаешь, и они сразу же спаунятся. Из казармов, допустим. И вот если играть вот через Вторую мировую, то там, допустим, в верфи можно построить авианосец. И авианосец тоже может производить самолеты, по-моему. И самое прикольное, то что вот он может хранить внутри эти самолеты, количество там определенно, по-моему, 15 штук. И остальные, которые не могут приземлиться, они просто будут кружить вокруг этого авианосца.
И вот когда они тебе нужны, ты их вот выпускаешь из авианосца, они все взлетают. У них есть ограниченное количество топлива. И когда топливо заканчивается, они просто автоматически возвращаются туда-обратно на дозаправку. И так, я помню, просто спамил целую армию штурмовиков каких-нибудь там, я не знаю. И просто делал авианалет на вражескую базу. Просто для эффектности. Для красивой картинки. Я понимал то, что там большинство будут постоянно сбивать. Обучение. А вот я не помню, играл ли я вообще в обучение или нет. Может быть. Там, по-моему, были, наверное, миссии за Римскую империю. О, пошел главный саундтрек Готики 3 из главного меню. Тоже офигенный трек. Сразу вспоминаю загрузочный экран. Когда начинаешь, допустим, новую игру или просто загружаешься. И просто сидишь минут, не знаю, 5-10, пока загрузится сохранение. Это в те времена, когда еще игра очень сильно зависала. Так, что у нас тут? Бабл у меня когда нету. Камень возвращения тоже нету. Все, чуть что смогу свалить. Я как-то, да, я, наверное, даже обучением сильно не парился. Она мне просто сразу же напомнила Age of Empires, поэтому подумал, как бы, ну, копия. Why not? Попробуем. Зачем проходить обучение? Потом посмотрел, так. Тут прикольно, тут есть больше ресурсов различных. Там, допустим, появляется со временем руда различная, металлическая. Появляется нефть. Офигенно. То, что там потом понадобится, допустим, та же нефть тебе для создания тех же самолетов, танков и так далее. И со временем будут появляться еще все более различные ресурсы. Во второй части Empire Earth, допустим, там во время игры ты можешь стать среди всех игроков на карте лидером, допустим, по военному делу, разработкам или экономике. Если ты добиваешься этого звания, то тебе дают специальный юнит. Он типа полководца. Не сказал бы, что он прям супер там сильный какой-то герой, но просто дополнительный юнит, в общем. Наверное, с какими-то бонусами еще. И так вот пока ты являешься лидером, допустим, в экономике. То есть, допустим, собираешь больше всех ресурсов. Но это вторая часть. Там новые механики и все такое. Там даже иначе принцип расширения сделан, кстати. Если, допустим, вот в первой части там прям, ну, очень напоминает тебе, допустим, Age of Empires 1, 2 и по графике тоже, то вторая часть уже больше на третью будет напоминать. И там расширение происходит как? Вот тебе вначале дается определенная территория, как вот, допустим, в Stronghold. Stronghold 2, допустим, вот у тебя есть твоя территория с твоими границами. И есть следующие граничащие земли, они будут нейтральными. Там на карте будет, вот, ну, условно, вот, допустим, вот я на мини-карте показываю, будет такая пунктирная линия показываться, серая. То есть она никому не принадлежит. Это значит то, что ни враг, ни ты не можешь строить там постройки никакие, ни военные, ни экономические, вообще никакие. Кроме одной постройки. Если не ошибаюсь, это был то ли центр города, то ли что-то вот наподобие того, то ли какая-то фактория. Ты должен построить именно это здание посередине этой границы, то есть между твоей территорией и этой нейтральной землей. И когда ты ее построишь, вот это здание, эта территория становится твоей. Тогда ты сможешь уже там строить все остальные свои здания. Вот так вот ты расширяешься. Тоже довольно такая интересная механика, мне она очень понравилась. В этом плане она даже частично напоминает, может быть, Company of Heroes, я не знаю. Так, это тоже саундтрек из Готики, третий.
У меня только 3-я готика, если что. Из всех готик. Я там еще скачивал саундтреки некоторых этих городов. Темы. Так, сейчас. Тут дороже. Это, скорее всего, какой-то из саундтреков, в общем, городов. Типа Трейлис, Фаринг, я не знаю. Либо ночная тема Миртаны какая-нибудь, или ночная тема Варанта. Просто у меня плейлист он объединен, все треки, и поэтому тут я как бы, ну, не вижу глазами, что там идет. У меня там все в одну кучу. Если бы песни отдельно шли, тогда бы я смог конкретнее сказать. Сейчас я, может быть, попробую даже узнать. Такс. Да, это, по-моему, если я правильно понимаю, это тема Трейлиса. Трейлис at Night, Готика 3. Потому что предыдущая была основная тема Готики 3. Следующая по списку будет из Mountain Blade. Да, я угадал, значит, да. Следующая, значит, Mountain Blade, потом еще одна тоже Mountain Blade, и еще одна потом будет из Готики 3. И потом этот плейлист закончится. Так. Хорошо, ладно. Надо этот кобальт забрать. И свалим отсюда. Вот этот, кстати, называется Uncertain Homestead. Mountain Blade Warband. По крайней мере, так она у меня обозначена в плейлисте. Ну, в Warband, кстати, тоже такие, они как бы хорошие саундтреки, но не очень подходящие, допустим, для стрима, мне кажется. Так, тут я все закончил. Да, сейчас тут с драконом помогу. Понятно. Разбойник. Конч. Готовимся нажать бабл. И прощаемся. С ублюдком андедом. Клоун. Лошара, блин. Как же они бесят. Это уже 3-й случай, по-моему, за сегодняшний день. Хорошо, хоть бабл есть. За ДК приходится использовать массовый стан. У Фрост ДК там есть через таланты. И плюс еще через символы он тогда не будет стоить рунической силы. Он бесплатный становится. Я просто использую стан. Расовая способность Найт Эльфа. То, что у меня Найт Эльф ДК. И быстренько встаю на свой маунт. На флаймаунт и улетаю. А, он ПВЕ мир? Не знал. Ну, не страшно, я к этому привык. Я тут уже скольких персонажей прокачивал. Вчера, допустим, я прокачивал своего ханта на арене Золдрака. Тусовались. Там тоже поначалу все нормально. Почти все квесты сделали, остался только один на последний квест. Босс убить. И тут пошло-поехало. Прилетели ордынцы, начали нас ганкать. Там я был 70 какой-нибудь, там 77-й левел хант. Со мной еще один хант, примерно такой же, только я БМ, он сурф. С нами еще, ну, вполне нормально одетый ДК. 80-й левел, Анхоли.
кое-как стояли плюс-минус. То, что там, походу, вообще клоуны, которые занимаются только ПВЕ, видимо. И шмотки получают фиг пойми каким способом. Так, значит, там у нас ганкают. Блин, я даже точку полета опять не успел поставить. Задрали. Ладно. Ну тогда в гавань летим. Дальше клыкарам помогать. О, кстати, это тоже одна из самых первых тем в Готике 3, которая звучит, когда начинаешь игру. По-моему, она начинается практически сразу, когда ты вот после освобождения первой деревни, после появления в игре, выходишь на природу. Вот эта вот мелодия начинает играть. Так, уже незаметно прошло 4 часа. О, зашел хил. Блин, только хотел ему написать. И он тут же сразу вышел. Это вот я с этим паладином вчера прокачивался через данжи. Так, ну да, в принципе, можно тогда на ретрике пока что выйти и зайти за прот паладина. Поспамить пару данжей хотя бы. Тридцать 40, блин. А выдержу ли я так долго? Так, ну вот, хорошо. Договорился тогда, значит, где-то в 3 часа я стартанул следующий. Еще один стрим на пару часов тогда за прот паладина. Сейчас тут еще пару квестов тогда поделаю.
По-быстренькому. Блин, вот о линейке лучше не говорить. Как хорошо, что уже не надо ходить в школу. Я так рад. Наконец-то никакой школы. Да и универа тоже. Сейчас, наверное, детки все радостные. Вспоминаются все эти мемы с радостными детьми, как они плачут. На 1 сентября. О, 3 класс, ну, это еще только начало. Ну, в садике вообще по кайфу. У меня память хорошая, я помню довольно хорошо, как нам в садике жилось. Ну, как в садике. В садик, ладно, я и не ходил. У нас это называлось... дошколята, короче. По-русски переводится, типа, дошкольные вот эти вот годы. 2 года, по-моему. 5 лет и 6 лет. В 7 лет ты идешь в 1 класс, да? Вот мы были дошколятами. Это что-то наподобие детского сада, просто потому что, ну, у нас на деревне не было детского садика. Ближайший детский садик был возле города, который от нас там 15 километров пути. А на это средства как бы не позволяли. На такую роскошь. Ну, по сути, это было то же самое, просто в школе отдельная часть помещения там под таких детей. Тут, там, естественно, были, по сути, в основном, что там мы делали? Играли, наверное. Играли, гуляли, тихий час. На полдник у нас там во время полдника кашу кушали, мультики смотрели. Как-то так. Помню, как примерно до какого, наверное, до 7-го, может быть, до 8-го класса был прям круглым отличником по всем предметам, и вообще хорошо было. Ну, почти, ладно, прям почти хорошо. Потому что в спорте, допустим, я не совсем прям успешен, но нормативы сдавать я мог. Вполне нормально. А потом пошло-поехало. Осознание то, что не все знания мне нужны. И оценки пошли чуть-чуть вниз. Так, что мне сейчас надо? А, этих щенков. И потом, когда я перешел в гимназию, тогда еще хуже стало. Потому что повышенный уровень сложности учебы. Все-таки гимназия, все дела. Там все такие пафосные, все городские дети. Ну, почти все, ладно. Плюс еще надо было в обязательном порядке, прям именно обязательно, взять дополнительные предметы для изучения. Там сначала, допустим, ты выбираешь либо психологию, либо этику. И так как еще ты там поступаешь не в общеобразовательный класс, а с наклоном, то еще будут у тебя дополнительные уроки. Вместо обычного английского, допустим, у меня вот было природоведение на английском и математика. Вот это, конечно, это просто взрыв мозга. Даже учитывая то, что я по английскому очень хорошо учился. Английский один из моих лучших предметов. Я просто довольно рано начал говорить по-английски. На относительно свободном уровне. Там мультики всякие смотрел в детстве и так далее.
Так, ты откуда появился? Так, и кровь Логуна. Или я не взял квест? А, видимо, это следующий, по цепочке. Немецкий тоже, кстати, прикольно, да. У меня большая часть родственников в Германии живет. Сестра вот тоже недавно переехала. Но у нас в классе... не помню с какого конкретно, но с какого-то класса нас поставили перед выбором. Надо выбрать дополнительный. Помимо английского еще один иностранный язык. И был выбор. Либо берем русский, либо немецкий. И мы все дружно и единогласно выбрали русский. С одной стороны, естественно, это глупый выбор. Зачем выбирать русский, если мы все равно говорим на русском? И большинство там одноклассников это родной язык. Нафига? Но все просто вспомнили, что училка по немецкому там злая тетка была, а учительница по русскому языку была моя родная тетя. И она куда более позитивный человек. Ну, нам, наверное, тоже, кстати, где-то примерно в 5 классе дали выбор. И вот потом уже, исходя из этого выбора, уже в 10 классе, когда я перешел в гимназию, мы уже изучали русский язык углубленно. То есть было внеклассное там чтение, культурология, там грамматика, все вот это прям вот на сложном уровне все это изучали. Я, естественно, русский. И все мои одноклассники тоже. А вот моя сестра нет, она немецкий выбрала. Поэтому ей немного проще. Вот даже сейчас вот в Германии, допустим. Она выбрала тогда вот в младших классах немецкий, и поэтому в гимназии тоже изучала немецкий. Хотя, судя по ее практике, когда я к ней в гости прилетал в начале лета, и вот она тоже тут скоро должна приехать, через 2 недели. Такое ощущение складывается, что она не особо-то учила немецкий. Но вроде особо пока что не мешает сильное незнание. У нее там парень свободно на немецком говорит, и этого хватает. Вроде как. Так, что у нас тут? Колечко. Ладно. Короче, вся хрень. Все продам. Так, что у нас тут по репутации с клыкарами? Ага. Хонор. В принципе, этого достаточно, чтобы хотя бы взять нагрудник. Какой тут был хороший. Вот это, по-моему, да. Мусор продадим. Блин, надо бы другому персонажу скинуть тут все эти металлы. Прокачать отдельно. Инженерное дело. Освободить банк. Так. Ну вот. Как-то так пока что. Африканский. Прикольно, что есть типа универсальный какой-то африканский, которым пользуются на всем континенте. Я так понимаю, это, наверное, потому что вот как раз-таки там африканские делегации прилетали в гости на саммит. Дважды, по-моему, даже. Ну и, в принципе, да, логично.
Даже я отсюда понимаю, видел сколько раз там и дурацкие фото и так далее, как вот эти ведущие европейские государства, точнее их власти, ведущие лица, относятся к африканцам до сих пор как к бывшим колониям, особенно французы до сих пор вот цепляются за все эти страны, в которых там сейчас происходят не очень приятные действия. А в России они просто как на равных, как действительно на равных приезжают прям в гости именно вот, как будущие потенциальные надежные партнеры. Поэтому да, я, конечно, не удивлен. Это тоже интересно на самом деле. В этом плане я бы еще, наверное, попробовал бы китайский. Насколько это прям сложно. У меня вроде как с детства есть способность к языкам. Сейчас, наверное, уже с возрастом хуже, но я как-то пытался испанский получить чисто один день, но быстро забросил. Но довольно быстро схватывал. Испанский не такой уж сложный, я чисто выбрал его просто потому, что он один из самых простых языков. А вот китайский, да и вообще там, по-моему, все азиатские, они очень сложные. Тем более там китайский есть упрощенный, традиционный какой-нибудь, там какие-нибудь там есть все разные. В общем, ладно. Так. Ладно, я, наверное, буду отдыхать. Еще сегодня, наверное, запущусь. Я вот тут договорился. С Холли Паладином, с которым вчера играл. Зайду тогда еще вот через 1,5 часа где-то. В 3 часа. Я так понимаю, это по московскому тоже времени. Вот в 3 часа я тоже запущу, поиграю на Прод Паладине, где-то еще пару часиков поспамим данжи вместе с ним. Как-то так вот, ближайший. Да, конечно, заходи, буду рад. Если получится, заходи. А я тогда пойду отдохну немножечко. Давай тогда, если что, до встречи. Спасибо за компанию.